Привет. Продолжаем стримы. Продолжаем стрим наш. Продолжаем день третий. Третий. В общем, заинтересовала меня вся эта история. Сейчас будем дальше делать. Плюс время еще свободное появилось, оказывается. Вот так вот легко и просто. Поэтому... Что за Tower Defense? Что за Tower Defense? Очень интересный спангидро. Очень интересный Tower Defense. Привет, привет. Так вот, сейчас будем делать. Поменяем, все изменим, все сделаем, короче. Так, подожди, это надо обновить. Вот. Хорошо. Если мы делаем так, что у нас мышь не при Это нажатии... что твоя новая игра ты забросил? Игра? Молодец. Я ее выпустил. Как выпустил? Надо было видео смотреть. Знаешь, где релиз. Я опять ссылку не добавил на игру эту. Короче, если мы просто двигаем здесь их, то нам не надо вот этот mouse move. Поэтому я бы его удалил. Удалил пока что. Привет, продуктивный стрима. Привет, спасибо. Да, я просто в селе, я не всегда сижу в туалете. Молодец. В интернете. Да, ты 9. Радский, ты 9. Понятно все. Так, ладно, мы его отсюда удалили. Здесь я тоже его удалю. Mouse move. Сейчас, когда больно. Мы же его еще в этом указали. Угу. Здесь мы его сделаем. И попробуем еще раз удалить. Просто, коли он нам не нужен, то потом новый создадим, пока не надо хранить лишнее. На какую платформу выпустил? Игра? На ПК. Так, хорошо, мы это удалили. Теперь надо удалить некоторые моментики. Main pawn. Вот тут вот mouse move мы удаляем. И еще нужно было бы удалить вот эту вот часть. Но я сам метод пока оставлю, и вот это вот я закомментирую. То есть часть останется. И у нас все будет окей. Также еще один момент. Я тут подумал, у нас же как должна быть, то есть за счет того, что... Ты не понял, на сайт или платформа типа Steam или Playmakret? На какую платформу? В этом смысле. На Itch.io. Бесплатная. Full free. Так вот, мы-то запускаем Has Authority это если мы на сервере выполняем это, но дело в том, что если мы тут еще что-то выполняем, нам-то не надо, чтобы 2 раза выполнилось. Правильно? То мы делаем return. Если нам надо, чтобы, если я все правильно опять же понял, мы устроим такую штуку, что условно вначале мы пишем то, что мы хотим, чтобы везде было выполнено. Потом мы то, что на сервере, и делаем return. А потом то, что именно у себя. И, соответственно, получается, что вначале выполняется то, что и там должно быть выполнено. Это странно, но... Хотя и там, по-моему... Ну, ладно, в общем. Потом, если это сервер, то он выполнит свою часть, и он не пойдет то, что должно локально быть выполнено. А если это локальная история, то он пропускает этот кусочек и идет сразу к локальному выполнению. Так, у меня вопрос по поводу и там, если такие случаи. Потому что если нет, то мы в начале Has Authority пишем, чего нам надо, кусок кода return, а потом кусок кода, который должен выполниться локально именно. Все. Вот такая вот история. Ну, либо в начале нам надо локально выполнить
какой-то... А, нет, он все равно что-то самое... Уф. Ну да. В общем, надо будет смотреть на практике сейчас. Так, мы удалили вот эту часть, потом mainhood. Ну ладно, надо запуститься сейчас, посмотреть как, чего там. Потом создать виджет, move виджет какой-нибудь. Следоваться от user виджета, создать этот виджет, добавить его на наш mainhood и сделать... Я смотрю, ты решил не прислушаться к моему совету. Какому совету? Читать информацию, которая через пару секунд будет забытой, Broken. которая понадобится через 100 лет? Или какое? Причем здесь GitHub? Ты мне можешь объяснить? Причем здесь GitHub и удаленный сервер? Или ты имел в виду на GitHub, в смысле его на GitHub раскрыть? Ну, открыть, раскрыть, установить. Или причем здесь GitHub? Говорит, GitHub нет, у тебя GitHub, у тебя ничего не получится. Тебе нужна сборка all с GitHub. Иначе ты не сможешь сбилдить сервер. В этом смысле. Узнаем. А не, подожди, мне этот говорил... Сейчас. И мать продаж на 250-й день. Не, никого я продавать Чтобы не буду. все заработало. Эти вот есть... Это вот. Кто понял, тут понял. Это вот это вот. Вот эти вот все, то, что ты там сломаешься, то, что ты там прям всех проклянешь и прочее. Это все влажная история, так. Так, еще раз, как он говорил, package project. Device. Файл. GPT опять придумал, да? Молодец он. Через Unreal Editor. Через Unreal Editor именно. Угу. Потом посмотрим, что там и как. Пока это все страшилки. Это вот можно, я не знаю, кого там. Кого-нибудь другого попугать. Так. New CPP класс. User widget. Он-то в виджеты попадет. Это типа move with get. Или... Move with... Или не move with get. Почему твоя глупость побеждает здравый смысл и опыт других разрабов? Ну, глупость, пусть так и будет глупость. Пусть так и будет. Просто другие разрабы, опытные, очень крутые и прочее, да, они думают, что вот, вот надо делать вот так и никак иначе. Других вариантов нет. И нельзя делать, как тебе нравится в своем проекте. Поэтому тут вопрос еще, кто глупый. Тихо. Не падать. Они читают документацию. Ага. А вот этот EK онлайн-сервис не является DDKit. Они наобум тестят. Не наобум. А потом костыли пишут. Ну, видишь, вот. Ну, мне далеко еще до них. Далеко до них. Документацию читать. А вот этот EGS онлайн-сервис. Без понятия о чем-то. Мув, не мув.
Можно и move widget. Такое дело. Public widget сюда. Давайте move сделаем. Move widget. Или не подписывать, что не лучше подписать, что это виджет. Буду приходить теперь смотреть, как ты разрабатываешь новую игру. Это так Пока-пока. необычно, новая игра, новый бан. Молодец, давай пока. Пусть будет move widget. Сейчас у ГПТ спросим по поводу этого самого. Перебила. КПТ. Нет, скачивать Unreal Engine с GitHub для сборки серверной части не обязательно. Как это устроено? Обычная версия UE из Epic Game Launcher уже умеет собирать dedicated сервер, начиная с UE 4 и во всех UE 5. Все, что тебе надо, это добавить uproject server.target.cs и собрать проект как сервер. GitHub версия нужна только если ты хочешь менять исходный код движка, например, добавлять свой сетевой функционал, кастомные репликации и так далее. Тебе нужен, второй пункт, тебе нужны редкие плагины или патчи, которых есть только в исходниках. Третье. Ты собираешь под платформы, где лаунчер версия не дает серверной бинарии, например, Linux под Windows. Тут без исходников никак. Итого, Windows Dedicated Server можно собрать прямо в Epic Game Launcher версии. Linux Dedicated Server лучше брать GitHub версию. Там есть нужные таргеты лаунчер. GitHub версия не обязательно для старта и разработки сетевой игры с GAS. Ну, видимо, я тоже что-то не понимаю. Что-то не понимаю. И ГПТ тоже что-то не понимает. Перезапуск. Так, мы виджет сюда мы шлепнем пока что. Наверное, там имелось в виду, если ты хочешь развернуть свой сервер у себя на компе наподобие Dedicated, вот типа для этого нужна версия с GitHub. А если нет, то и так все будет работать. Да я не знаю, что имелось в виду. Как обычно, люди хотят помочь, но сами не понимают, что вообще происходит. Тут у меня и с чем мне надо помощь, с чем не надо помощь. Пытаются помочь. А я это игнорирую, их это раздражает. И они начинают, это вот ты глупый, ты будешь страдать, ты дурачок, ты еще что-то. А я иду себе дальше и все. Ну, я не знаю, что имелось в виду. Я же не спорю о том, что вот я прав, не надо, и все, типа, ёпта. Может быть и надо, но я этим сейчас заниматься не буду. Все по мере поступления. Вот как вот мне понадобится, вот тогда туда и пойдем. Привет. Вот тогда туда и пойдем, ни больше, ни меньше. Значит, нам надо, чтобы триггер был какой-то. То есть, я думаю, U-border мы сделаем. И... Неожиданно в субботку. Да. Ну, мне интересно стало потискать вот это вот все. И плюс так получилось, что вот есть свободные часики. Часики свободные. Я надеюсь, что мне никто не напишет и не захочет со мной пообщаться. Вот. Так. Значит, uProperty.
Макс, расскажи это самое такую историю. Ты же собирал что-нибудь под онлайн или нет? Ну вот под онлайн. Проекты какие-нибудь. Это... Print widget. View border. Border move. Не, ну border move, мы просто border. Мы просто border сделаем. Ты засранец. Не понимает. Класс, ему надо вначале объяснить, что такое. Я сейчас делаю понемногу, потому я разобрался, но до конца еще не доводил. Многое предстоит еще. А зачем ты газ юзал? И почему от него отказался? Я газ не юзал. Вообще не юзал. Но я его сюда добавил, еще не использовал. Без понятия, как им пользоваться. Тоже будем разбираться. Я отказался изначально, ну, потому что я хотел свои фишки создать. Я создал свои фишки. Теперь я хочу разобраться в этой системе. Смотри, как там это устроено. По поводу этого вопрос. Если ты там разобрался, хоть что-то про про GitHub слышал, что там надо с GitHub скачивать версию Unreal, иначе будет жопа. То есть тут такое мнение. Не, я сейчас не троллю. Иван Иванов. Ну, точнее, нет, я троллю, но, типа, это не а-ля со зла там. И плюс дополнительно добраться до истины. Так. Мы создали бордер. Потом... Создали бордер. Потом мы... Ну можешь зайти в DS. Я тебе поясню. Как это грозно звучит, я боюсь, я не пойду в ДС. Мне страшно, не... Это как-то звучит очень страшно. Не-не-не, ты меня напугал. Во. Не-н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 е, я боюсь. Чего? После таких слов, не, я в ДС не скоро пойду. Protected. Без негатива. Да не, я понимаю без негатива, я же опять же троллю, шутки шучу и прочее. Ну я как бы тут, ух ты, смотри, найти в констракты дестракт сразу сделал, это хорошо. Или нам это не надо? Про гид не совсем понял. Типа что мультиплеер требует редактирования исходного кода движка или что? Я зашел. Блин, если у меня что-то пойдет не так, виноват будет кто? Кто будет виноват? Я, наверное, буду виноват. Я слушаю. Захожу. А куда ты зашел? А, где мы? Вот, C++. Ой, не туда залетел. Подтвердить. Ну, допустим. Но только я никого не слышу. Сейчас буду настраивать. Оно же все отвалилось. Сейчас надо будет нас... А, вот звук. Устройство ввода Samsung. Да, а вывод. Не-не-не, подожди, это тоже не туда. А ну, есть контакт? Ну, я тебя слышу. О, замечательно, приветствую. Здравствуйте. Приятно с вами услышаться, Да, так услышать, сказать. взаимно, да. Смотри, в чем прикол? Для начала, ты разбирался, в чем разница вообще стендалон, listen сервер, dedicate сервер, как работает вообще Unreal под капотом для Ну, мультиплеера? Listen, ну, Dedicated это удаленный сервер, Listen это у пользователя, насколько я понял. Да. И прикол в чем? Для того, чтобы тебе собрать какой-либо сервак, требуется расширенная версия Unreal, и она доступна только с GitHub. То есть лаунчер, версия, которую ты используешь через Epic Game Store, она типа очень урезанная, и она доступна любому человеку, там она весит 30-40 гигабайт всего лишь.
И ты можешь собрать, типа, shipping build себе для стендалон версии. А если тебе нужно будет сервак собрать, listen сервер, либо dedicate сервер, то это только через расширенную версию, через GitHub. Поэтому тебе нужна версия с GitHub, чтобы в будущем люди могли подключаться, и ты мог настроить полноценную серверную часть. Там кто-то говорил про то, что редактировать движок нет, просто он более расширенный, и он дает улучшенный функционал в этом плане. Это первый момент. Это то, с чем ты столкнешься через 250 дней работы, когда нужно будет все это собрать. Почему я это узнал? Потому что у меня было тестовое задание, где нужно было сделать достаточно простенькую игру, пинг-понг, но собрать полноценный сервак, listen и dedicate сервер, и я не мог это сделать. Почему? Потому что я делал все через лаунчер. А потом я начал гуглить, разбираться и так далее, и оказалось о том, что требуется именно сборка из GitHub. Поэтому я тебе сразу говорю, лучше установи сборку с GitHub. Почему? Потому что, чтобы перенести, допустим, проект с лаунчерной версии на гитхабовскую версию, это будет, очень сложно, большинство файлов у тебя потеряется в любом случае. Второй момент о том, что версия должна быть конкретная. То есть, если ты, допустим, сейчас делаешь на версии 5.4, 5.5, а скачаешь версию с GitHub 5.6, к примеру, то у тебя тоже проект полетит. И это ты все узнаешь именно в конце, когда захочешь все сбилдить. Поэтому я тебе говорю о том, что будут проблемы, дядя. Так, погоди, а если ты бы выложил свой Понимаешь? пинг-понг в Steam Сейчас, или секунду. ЕК, нужен GitHub? Вопрос с чата. Так, погоди, а если ты бы выложил свой пинг-понг в Steam или EGS, нужен GitHub? Нет, тебе GitHub, ты должен скачать версию движка именно с GitHub, полностью ее скомпилировать. Это тоже очень достаточно длительное само по себе время занимающее. У меня, например, движок компилировался в районе 6 часов, чтобы ты понимал. Вот еще за проц? У меня комп это 3600 Ryzen и 4060. 32 оператива. Все это происходило на SSD. Ну, понятно, на этом это вообще... Еще обсидел. Поэтому есть такие моменты. И это ты узнаешь только, когда ты сталкиваешься, грубо говоря, с проблемами. Поэтому я тебе и пишу в чате о том, что эту проблему лучше сейчас решить и делать уже все на сбилженном проекте, версия Unreal с GitHub, чтобы в будущем ты не молился всем богам, танцы с бубнами и прочие вещи, не перекопировал все свои файлы, которые у тебя есть, какие-то тоже обязательно забудутся, чтобы все нормально у тебя работало. Ну, в любом случае, я этим сейчас не буду заниматься. Это вне стрима сейчас мы Ну и сейчас на стриме, делаем. да. Но вне стрима этим стоит заняться. Ну, я тебя услышал. Ну, окей. Ну, в принципе, я-то ничего не теряю там, что те. Ну, типа, даже, допустим, ты не прав, они одинаковые, я-то, кроме того, что вот этот время Ты можешь билда не спросить потеряю. у чата GPT, типа... Так он без мне проблем ответил, они- что они не надо, они там разницы никакой, и вот 3 момента. Это типа Windows Ты шо, по Dedicated. выходным работаешь? Нет, это мы сейчас в Дискорде общаемся, можно залететь тоже пообщаться. Что-то свои 5 копеек стоит. Это в чате отвечают. Windows Dedicated Server вот есть, можно собрать прямо из Epic Game Launcher, версия написана. Linux Dedicated Server лучше брать GitHub версию, там есть нужные таргеты и toolchain. И GitHub версия не обязательно для старта и разработки сетевой игры с GAS. Вот то, что ответил ГПТ. Для разработки для сборки нет. Вот в чем прикол. Ты можешь даже сейчас попробовать, на стриме, раз ты там не так много сделал, попробовать собрать базовую версию сервака. Она собирается, грубо говоря, это там 2 копируются файла таргетных, и Linux ты можешь надо попробовать поднимать сбилдить. 100%. У тебя в обязательном порядке высветится ошибка. Потому что он не может сбилдить это все. Так тебе же не нужен выделенный сервак.
если точнее, как вообще начинается самый базовый, типа, принцип сборки сервера. Ты заходишь в свой проект в раздел Source, у тебя есть там, типа, два файла CS-ных, C-sharpных. Target CS, там editor и проект. Target CS. Ну, Ты их типа копируешь, заходишь, меняешь на то, что клиентская часть и серверная часть. И по сути, таким образом у тебя создаются новые. Ты перекомпилируешь сам проект, Create Visual Studio и прочее, Generated File. И у тебя создается отдельный типа псевдопроект клиентской Он не части делает и сервер серверной для части. И игры, ты а можешь их саму отдельно игру, билдить. которая будет И работать вот на тогда, X-сервис когда или у тебя Steam, они или вообще сбилдятся, листинг. ты Чё-то я не устанавливаешь, что понимаю. является сервером, а что есть с- типа клиентом в чате, лаунчером. подожди, чат пишет. Он не делает сервер для игры, а саму игру, которая будет работать на EGS сервиса или Steam, или вообще Listen. Что-то я не понимаю. Вот вопрос. И по поводу ГПТ. Я спросил его, нужна ли для сборки обязательно версия из GitHub. Он пишет большими Сборки буквами проекта нет. нет. Сборки проекта нет. То есть, А если для ты чего? сейчас Для для того, сборки? чтобы сбилдить сервер, клиентскую часть, когда к тебе захочет кто-то подключиться. Потому что если ты запустишь, ну, допустим, сейчас нажмешь Platforms, Build, Project, Shipping и так далее, она сбилдит у тебя без проблем через лаунчерную версию. Но это будет формата standalone. То есть вот у тебя там Вопрос, я сейчас... его перезадал. А для билда сервера обязательно версия с GitHub? Он пишет, нет, для билда Windows Dedicated Server версия с GitHub не обязательно. Ну, дальше он Ты поясняет, пятую почему. версию спрашиваешь? Я его про новую, ну, типа, у меня диалог начался, я ему объяснил, что я от него хочу, что он сработает с GAS, с этим самым, с 5.6 версией, C++ и прочее, то есть он знает. Тогда попробуй просто собрать сервер, и ты поймешь, что там, что GPT тебя наебал. Не, ну, то, что он может, это понятно, тут вопрос не в этом. То, что ты только что сказал, что спроси у него, я у него Смотри. спрашиваю, а ты говоришь, он тебя наебал. Сейчас. Я могу... У меня просто даже чат есть, я же тоже через ChatGPT данный вопрос задавал, как мне собрать сервак для этого. Так, подожди, сервак для это теста. если он отдельный сервак. А если сервак не отдельный, а в смысле у пользователя запускается? Ну, типа, вот этот И? peer-to-peer идет, фигня. А не отдельный сервер, к которому все коннектятся. Но клиентская часть серверная, она доступна в большинстве случаев только на этом, на гитхабовской версии Unreal. Ты можешь попробовать просто собрать себе сейчас сервак, там посмотреть один ролик 15 минут на ютубе, пройти типа 15 минут времени, ну потратить 20 минут времени стрима и попробовать собрать билдак серверный. Ты увидишь о том, что он у тебя не сбилдится, у тебя крашнется ошибка в обязательном порядке. Ну, на Потому что у стриме я тебя не буду лаунчерная этим версия. заниматься. Лаунчерная версия. Но я гляну это на этом. Если хочешь, я могу P2P там, нормально ну, работает типа, без скинуть всяких тебе, танцев. я Гитом. себе постоянно сохраняю В чате различные пишет полезные человек видосы. о том, что peer-to-peer работает нормально без всяких танцев с гитом. Чат Можешь против. пробовать. Я не заставляю, смотри. Не, Я я объясняю, услышал, с какими я проблемами ты попробую, я сталкиваешься, посмотрю. и эту тему, типа, нужно изучать. Поэтому я могу тебе сейчас там в Discord, я себе всегда сохраняю очень большое количество контента с Unreal, и накидать, как это все работает, кто как делает, какие есть даже плагины для различных серверов, если захочешь на Ну, это какую-то типа видеогайды, ты хост-машину. имеешь в виду? Да. Какие они там. Ну, видео-аудио у нас есть тут комната, канал, или как там это называется. Ну, в группе этой. Туда, если возможность есть, Да, туда скину. организовать, да. Окей. Ну, просто чтобы остальным тоже никак не в личку ж. Остальным тоже интересно. Вот. Все в большинстве случаев либо на русском, на английском, это не достаточно проблема. подробный, поэтому будешь разбираться в свободное время. Ну, я думаю, а ты на какой версии собирал всю эту историю? Я собирал на 5, ну, я делал проект на 5.4.4, но с GitHub у меня склонировался 5.6. И Так это типа свежак. потом- Да,
Он, В хотя я лаунчере есть устанавливал даже примеры 5.4, шутера типа, мультиплеерного топика, первоначально. который можно и Но собрать и почему-то поиграть с сбилдился кентами. 5.6. Собрать через Ну и обычный в итоге, редактор. типа, в конечном итоге мне пришлось переделывать проект на 5.6, и только тогда я смог сбилдить полноценные серваки себе, которые мне нужны. Смотри, тут в чате приводят пример о том, что в примерах есть шутер вот этот мультиплеерный, который билдится спокойно в лаунчере, и с кентами можно побегать в него. Не видел такого. В 5.6? Ну да, ну так в 5.6 его ж ввели вот этот мультиплеерный. Лайра? В 5.6 это маловероятно, Или потому что Лира, они там- подожди. Вот вопрос, да, тут спросили Лира это. Сейчас ответит, может это про Лиру идет. Ну Лира, хорошо, Лира пусть будет. Если Лира, то Лира делалась в первую очередь на, типа, из гитхабовской версии, потому что это Epic Game в первую очередь. Тоже не нужно забывать, они билдят и выпустили в полном объеме уже со всеми нужными файлами. Поэтому там ты, типа, можешь с лаунчер версии спокойно это все сбилдить. Окей, ну, услышано. Посмотрим, разберемся. Поэтому в свое свободное время вот возьми себе просто на заметку, обязательно изучи. Потому что через 256 дней мы будем Ну, смотреть 256 дней это не займет, но на грустную историю, почему мы ничего не можем закончить. зато весело, слушай. Смысл-то не в том, что это самое весело, то, что было. А это будет очень весело. Ну, я понял, окей. Окей, ну, благодарствую, чё, ну, Да не за что. посмотрим, Если нужен разберемся. газ объяснить, тоже обращайся. Да, я изучал. думаю, это все на практике. Просто, понимаешь, у меня так не работает, что я, типа, пелену текста прочитал, а потом когда-то о ней вспомнил. Не, это так не работает. Я столкнулся с проблемой, я нашел ее решение, я применил это решение, оно получилось, я Ну, запомнил. забыл. Другого варианта, ну, как бы запомнить что-то у меня не существует. Вот. То есть, только так. То есть, есть проблема, поиск решения, находится решение через там какой-то промежуток времени, то ли маленький, то ли большой, неважно, и потом запоминается. Только так. Ну, это я вот открыл для себя вот такой вот у меня способ запоминать что-либо. Потому что остальное просто ты прочитал, а через там условный месяц ты нашел эту проблему, то я ничего не вспомню. Я уже не помню, что я там читал. Я помню, что, может быть, я что-то в этом сфере, что-то там где-то, но это максимум. Еще потому что это небольшой такой вопрос. Ты же через спавны делаешь персонажей, правильно? Через павны, ты сказал? Павн, да. Ну да. Они у тебя там, типа, клиент-сервер должны видеть друг друга или нет? Сразу такой вопросик. В смысле, клиент, в смысле, они друг друга видеть, чтобы не, они друг друга видеть не будут. Так это они же просто как камера существуют. Просто на всякий случай тоже есть такой момент о том, что если у тебя там floating movement компонент стоит, и нужно будет это все реплицировать, то на сервере он не передает данные. Это только прерогатива чарактера. Movement, ты имеешь в виду, компонент не передает? Да. Вот этот. В смысле, подожди, да если мы даже подключим к нему самостоятельно подключим к нему этот компонент. Ну, если ты подключишь floating movement компонент, который используется, как правило, в павнах, он не будет реплицироваться, и передвижение сервер и клиент друг друга видеть не будут. Это прерогатива только character movement компонента, только он реплицирует данные. Так, а зачем галочка в нем существует, допустим, компонент replicates? Он про врагов говорит. Компонент реплицируется, а в мире визуально он не будет двигаться вообще. Ты имеешь в виду, ну, типа вот этот параметр того, что движение не будет, и не будет условно анимация проигрываться, и, ну, так как она не Да, он будет подтягивает. всегда стоять на месте. То есть тебе каждый кадр на ивентике нужно будет проверять has authority false, ну, типа, если это не сервер, а клиент, движение изменилось, вызывать RPC и передавать серверу данные о том, что новые изменения произошли, новые локации и прочее. Ну, короче, в общем, мне это не грозит, потому что те же враги, которые пишут тут в чате, Нет, они будут через это понятно. характеров, а эти, как бы, они, ну, камера летающая, она, ну, типа, мы не должны знать, где камера летающая. Ладно.
Сразу тебе тоже такой на будущий момент, если вдруг потребуется, чтобы помнил. Потому что с такой проблемой я тоже сталкивался. Окей. Понял. Все понял. Ну, я посмотрю, я погуглю, ну, условно, что там по этому гиту скачаю, посмотрю, попробую, может, собрать этот проект. И посмотрим. Ну, надо, чтобы собрать и понять, оно работает или нет. Ну как, ты говоришь, что оно вообще даже собираться не будет. Но надо хотя бы какие-нибудь кубики, чтобы мы на клик создавали, условно. Я накину тебе видосов, Окей. видео и аудио, сможешь просто посмотреть и понять, почему оно работает. То есть там даже ты билдить тебе не обязательно, ты поймешь именно логику, почему оно так работает. Окей. В принципе, все, хорошего вам стрима, так сказать. Спасибо за инфу. Да, все. Обращайтесь. Пошел я дальше, да, на трансляцию. Так, ну как Discord. Все, есть Дискорда, мы вышли. Вот такая вот информация. Ну ладно, погуглим, посмотрим. Ну, человек скинет. Смотрим, поизучаем. Если интересно, вот, скинет в группу в Discord, в видео, аудио. Вот туда. Смотрим, что там и как работает. Ладно, у нас сейчас дальше этот идет. Наш мув, вот этот порнографический, через виджеты. Уже надо открыть. Так, но он для компиляции хочет такую штуку, как бордер. Я думаю, мы его в Sizebox поместим. И в бордер. И в бордер. Чтобы бордер был красивый, вот тут вот нолик мы ему указываем. Бордер. Есть. Сюда бы так сделать, чтобы красиво было. VBP Move у нас есть, да? Вот. Такая вот порнография. Но мне такая порнография не нравится. Мы будем вот такую вот порнографию устраивать. То есть здесь мы делаем 0. Right мы делаем 0. Здесь мы делаем тоже 0. Здесь мы делаем 10 условно. Подожди, 10. Не 10. Это что, мобильный стик будет? Не-не-не, это передвижение камеры мы так решили сделать. То есть, мол, вот у нас есть наш этот, то есть мы мышку, курсор вверх, у нас камера вверх двигается, вправо-вправо. Вчера думали сделать через этот, через куда? Через просто курсор отслеживать, а потом типа, ну его нахер. И на этом все закончилось. Так, вот такую вот вещь делаем. Сколько он здесь? 1100? Получается. Ну, маленький. Надо сделать 1060, давайте. Вот такой вот маленький. Сдублируем. Давайте топ. Move топ. Сделаем вот так вот. Move топ. Топ. Move топ. Move. Move left. Ну ладно, бот там. Move ботом. У него тот же самый анхор, только 1060. У него здесь, а здесь 0. Есть контакт. Да? Да. Значит, дублируем этот. Получаем left. Left. Вот тут вот я хз как сделать. Ну, понятно, что вот тут вот 0. Right. А типа если он маус button up, то он поедет, если нет, то стоит. Да. Ну, у нас там просто передвижение идет, но да. Оно самое. 900, да? 1080, то есть 20 пикселей у нас, да, выделяется. То есть 900
80. 1900. Что? 20. 40. 800. 860. Сори, отходил. Да, про Лиру говорил. Правда, я собирал на версии 5.3 еще. И чё-то совсем не верится, что сломали это в новых. Ну, видишь, вот человек говорит о том, что как бы изначально и так. Ну, посмотрим гайды. Я просто сейчас не хочу этим всем заниматься. Знаешь, просто будем сейчас сидеть, втыкать на бегущую строку. Это, ну, это нехорошо. Очень нехорошо. А угловые что? Которые в краях? Угловые, но по идее он должен будет триггернуть его одинаково. А, подожди, 1900, у нас же 20 пикселей выделяется. Чтобы по 1920. 45 ехать типа. Ну вот, он будет одновременно должен, по идее, триггериться. Вот так вот делаем. Так вот, это уже не пойдет, это не пойдет, вот так вот это. По идее, вот тут вот, у нас есть такая штучка. Вот этот, вам не видно. Ну да, закрывайте. Вот эта вот фишка, только self-only и типа not hit, testable self-only. Вот это, по-моему, если мы поставим visibility, он будет пропускать сквозь себя. То есть, но это не точно. Ох, это как не точно, это прям супер не точно. Но потестим. По идее, он должен одновременно два кода запустить, потому что мы навели на и ту часть. И, соответственно, эта штука принимает, ну, в ней какие-то данные хранятся. Мы здесь данные какие-то сделаем, тут данные введем. И он будет идти в топ, этот будет идти вот, ну, типа +1, -1. Какой-нибудь вектор 2D взять, x, y. Там плюс этот, там 0, вот эта вот вся история и все. Он вроде триггерит только тот, что выше позордер, разве нет? Вот если, ну да, но сейчас посмотрим. Сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем. Right. Значит, 1900 здесь 0. Есть. У меня, правда, вопрос. Это 1900, это на моем экране 1920. Что будет происходить, если экран того... Это же Canvas, она вроде как под экран должна подстраиваться. То есть она 20 пикселей оставит? Или как? Что будет происходить? Вопрос. Ну, ладно, изменить это в любом случае не проблема. Теперь я хочу сделать такую вещь. У нас есть on mouse enter, on mouse leave. Вот такая вот штучка есть. Давайте print string. Print string get name backboard. Или это не тот get name, но неважно. Сейчас посмотрим. Нет, это не тот get name, он тут что-то хочет. А есть тут get name, да, это камера, курва. Что еще тут есть? Get navigation system. А не лучше тогда оверлей, чтобы ориентировалось на размер экрана, а не четкий размер задавать. Ты понимаешь, в чем прикол? Там как раз таки и... Сейчас, подожди. Сейчас. Дай мне подумать с этим. Так, ну, во-первых, оно ничего не работает, потому что... Почему? Потому что я такой молодец. Надо якорь к краям бахнуть и относительные якорей их подлиннее делать. Они же Я вот... на адаптивном худе собаку съел. Вот он, худ. Вот, я выбрал вот эту штуку и растянул его. Это не в смысле я под эти подвел. Это ж как раз таки есть, он через Анхар сделан. Уходи, чат. Все, уходи. А чё? Это моя камера закончилась. Я хотел выше вам показать, типа сейчас пальцем туда дотянусь. Вот, короче, это якоря тут. Вот он, якоря. Все, якоря. По идее, он должен туда-сюда ходить. А почему оно не работает? А очень по простой причине оно не работает. Потому что я неправильно там его создал, короче, mainhood.
Вот, я воспользовался тем помощничком, а он сюда стати класс засандалил. А нам не надо стати класс. Main PC. Вот он, main PC. Нам-то надо, чтобы у нас был uProperty тоже property edit anyway. Надо было скопировать. Ну ладно, нам нравится печатать. Blueprint read only, категория MPC. И вот здесь мы должны сделать t-subclass, subclass of uMainHood. uMainHood это main класс. Mainhood класс. И вот сюда вот мы его передаем. Вот такая вот история должна быть. Естественно, мы сейчас все это перезапустим. Он добавится, и мы посмотрим, как это все работает. Ну, мы подрочим вот этот экран размера, посмотрим, как он там на одинаковых местах или не на одинаковых. Если он на одинаковых, то все хорошо. Если нет, то все плохо. Вот. Разберемся. Совсем все разберемся. Когда для мобилок игру делаешь, там весело с размерами экранов дела обстоят. Кто-то на планшетах играет, на мобилах тоже пропорция экранов миллион. Ну да. Там же они все кто во что гораст. О, а ты сетевую эту 3 собирал? Нет? Сетевые проекты какие-то. Расскажи, как они собираются. Что там по газу? Все за газ. Фу, за газ. За GitHub версию этого движка. Сейчас будем у всех спрашивать. У всех. Так, где он? Вот он. Не-не, подожди, это не тот покемон. Вот это тот покемон. Mainhood. Ой, подожди. Ой, фу. Ой, фу, ой, фу. Вот это вот почему я вижу. Это кто мне сделал? Кто мне тут это самое? Какой нафиг эдит? Вы что, обалдели что ли? Какой эдит? Как минимум visible. Как максимум, вернее. Как максимум visible anyway, потому что это, ну, это забей. Хей, новый проект смотрю. А что там с шутером стало? Хей. Приветствую. Новый проект, ну да, шутером. Ну что, выпустил его на itch.io. Вот. А почему это сообщение только первое от тебя, а? Смотришь и не пишешь? Это как? Это что это такое, а? Почему активность не проявляю? А? Так, значит, где у нас main PC? Main PC, он до сих пор его здесь видит. Не, я, наверное, вообще его уберу, потому что он нам вообще по-хорошему... Подожди, так он нам по-хорошему вообще даже Blueprint... ну, вообще, короче, стой, что? О, я не тому убрал. Ни у меня не будет движкового сервера. Uekind будет на амазоновских серверах с базами данных. Там типа просто строки данных в JSON формате с юзерами, типа какие айтемы у них есть и так далее. Я буду движкового сервера. Окей, то есть у тебя там своя система. Ну я поглядываю иногда, там постоянно был день 300, а сейчас внезапно Tower Defense. Ну, 300 там не было, там был 250... 258, по-моему, мы закончили. 258 день это был финал. Последний стрим был. Так что 300 плюс не было. Сейчас, да, Tower Defense делаем. 3-й день. Знит спутал. Ну, я думаю, Tower Defense поменьше времени. Тут меньше всякого надо реализовывать. Добра. Вот. Мобов там что там, они просто идти должны. Ничего особенного.
наши механики там видят вас. У меня игра оффлайн, но с бэкэндом, там ППП нет. Ага, окей. Вот, а хотелось, конечно, человек, который тоже собирает. Короче, хотелось бы миллион мнений, вот все это впитать. Это было бы хорошо. Было бы замечательно. Так, ничего не отвалилось, надеюсь. Давай, и... Оп. Сервер hello. А почему сервер hello? Что значит сервер hello? Подожди, я ничего не понял. Ну, отойди. Клиент hello. Сервер hello. А еще раз написать. А это что? Клиент hello. О, как пишет, ты посмотри. Ну ладно, клиент hello, сервер hello, это хорошо. То есть вот он здесь триггерится, а вот на этой мы ее расширяем. Ну, в принципе, он там и триггерится, там, где надо. Но он как-то плохо триггерится. Подожди, а где правая часть? Подожди. Давай уходи. Ну, подожди, стой, уходи сюда. И левой части нету, смотри. Может, они не применились? Подожди, что за фигня происходит? Я придумал, помнишь Серегу, который хотел интервью с тобой провести? Да, кстати. Интервью было забыто и забито об этом. У тебя остался диалог с ним? А у нас не было никакого диалога, он только на этом. Мы с ним в Дискорде не общались. Мне не писал в Дискорде. По-моему. Ну, насчет этого он мне не писал. А что такое? Он там с онлайном занимался? Или как? Так, а почему он сюда не триггерит его? То есть он лево-право вообще не трогает. Заметили это? Self and children. Плохо. Просто у него есть своя онлайн-игра в Steam, и она написана полностью на принтах, насколько я знаю. Ну, зайдет, может быть. Я не помню, надо посмотреть. Может быть, мне просто... Мог бы у него поспрашивать. Ну да. Ну а как ты это себе А представляешь? ссыль на ине, то где? Вот забыта. Это надо на Ютубе либо в Дискорде посмотреть, либо на Ютуб зайти и там под видео, где я рассказываю о том, что я хотел сделать и что я в итоге сделал. Короче, путь там разработчика, так сказать. Там ссылка есть на Ичио. Ну, либо кто-то сейчас там Multifollow может скидывать ссылки, что он найдет. Или мне найти ссылку сейчас. Сейчас я, подожди, в Дискорд. Слушай, ну вроде я не вижу ничего похожего на тот, ну, на него. Скинуть. Короче, по-моему. Скинь. Если есть у тебя в быстром доступе там. Так, видео-аудио я не активирую, чтобы мне висело напоминание. Не, у меня нет с ним диалога. Ну, слушай, ну зайдет человек, я, ну, спрошу у него, ну, как. Просто, ну, это навязываться, я не люблю вот это вот. Навязывай, слышь, привет, Ссылка. объясни. Да, вот ссылка на этот. Чьё? Может добавить? Ладно, потом. Главное не забыть, но потом. Так, почему эта фигня не работает? Вот сюда, влево-вправо. Причем, смотри, клиент работает влево-вправо. А, нет. Или да? Что? Уходи. Клиент работает. Сюда работает. А сюда не работает. Только она прям там сильно впритык, смотри. А здесь? А, все работает. Его больше... TF4 Илар, спасибо. У тебя, кстати, там страница не так настроена. Там какие-то темы снизу вместо комментариев. Какие-то темы. Recommended Gem там. У меня, оказывается, есть ссылка. Быстро так, опа! А она есть. Ну да, там Recommended Gem какие-то, ну закрыть их. Все, больше нету.
Я не то, чтобы ее настраивал, я тебе так скажу. Я не то, чтобы ее настраивал. А ну, 64-14. О, 66. Вот 2 человека уже залетело. 66-14. Так. Ну, типа побольше, может быть, сделать. Что 20 пикселей мало, а ну-ка. Да, она прям какая-то очень маленькая получается. То есть там-то она выглядит много, а в итоге она какая-то прям супер маленькая. Подожди, все скрыть. Где она здесь? Вот здесь. Может их больше сделать. Типа еще 20 пикселей добавить, то 880 получится. Не, там кнопка создать тему, типа обсуждения твоей игры. В настройках проекта можно выбирать между комментариями, темами или выключить все. Еще раз. Нет, там кнопка создать тему, типа обсуждение темы. Создать тему. Где? Создать новый проект, вижу. Кабинет. Промоушен, пост, Кимджема, мор. Мор, нет, он Jobs. Неинтересно есть. Новый дневник разработчиков. Аналитика, изменить виджет. Write new post, view post. Метадата. Аналитик, я ничего не вижу. Или это мне в сам проект надо зайти? Зашел. Не, вот на страницу с игрой прям зайди. Зашел, хорошо. Создать первую тему. Хорошо, создать первую тему. И что там? Создать тему. Этот форум управляет сообществом. HU модерирует, бла-бла-бла. Заголовок темы обязательно. Обсуждение. Ну, давай так напишем. Обсуждение. Хорошо, есть сообщение обязательно. Обсуждение проекта. Обсуждение проекта и мнение. Да это не нужно. Да нет, там написано обязательно. Подожди. Прилепить. Сейчас свой скину, посмотри. Свой скину, посмотри. Обсуждение проекта и мнение. Инструменты модератора. Прилепить, закрыть от комментариев. Ссылка. Что значит прилепить? Что ссылка? Вот ты молодец, конечно. В Discord надо было как-то. Ну ладно, тут тоже пойдет. Комментарии. Оставьте комментарии. Комментарии, оставьте комментарий. Типа комментария, обсуждения. Ну хорошо, комментарии. Все, сейчас скопируем все четко, как у Тифалора. Комментарии. Вот прямо именно скопируем, не будем сами писать. Комментарии. Оставьте комментарий. Не это самое, не копируется. Подожди, обнови. А можно его скопировать? Ладно. Ой, какой он большой. Оставить комментарий. Это не я делал, в настройках проекта выбирать нужно. Все, я, короче, новую тему закрепляю, все. Блин, ой, в смысле, это не то получилось. Что-то мне... Это не я делал, в настройках проекта выбрать нужно. Удалить тему. Нет, тема некрасивая. Короче. Создать первую тему. Создать первую тему. Все, ты меня это самое сбил. Что я писал? Изначально, что я хотел? Мнение о проекте. Здесь сообщение. Оставляем мнение Вот, я скинул в DS. Проекте. Сообщество, комментарии, добавить возможность публичить. Так это я ставил. Комментарии, сообщество. А где это делать? Подожди, ты мне сказал новую тему создать. Я создаю У тебя тему. форум. А, у меня форум. Выбран, видимо. У меня форум, видимо, выбран, да. А где это убрать? А где это убрать? Все, я потерян нафиг. Верни меня обратно, пожалуйста. 404, да, молодец. Изменить. Бла-б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 ла. Там, где ты ссылку на Google вставлял. Все.
Все, сохранил. Так, удалить. Не, никаких удалить игру. Кабинет. Вот, все, комментарии. Оставить комментарий. Все есть. Ты хочешь комментарий оставить? Какая шляпа, да? А, я форум, да, добавил. Понял, да, не то добавил. Ну, балбес. Первый опыт. Что поделаешь? Быть не могу. Кабинет, все есть. 72 просмотра. Вы чё? Куда? Все побежали смотреть. Оно же мои не засчитывает, правильно? Так, ну вот это исправляем. Я хотел 2880. Нет, просто ты почему-то вообще настроил страницу. Засчитывает. Засчитывает? Ну, я не настроил, да. Ну как, я... Ну да, не настроил. Так, и теперь я бы хотел одну вещь сделать. Давайте, наверное, сразу добавим вот тут вот в него, в этот move widget, сюда еще два uProperty я хочу. Подожди, нет. Construct нет. Все не понадобится, скорее всего. uProperty. О, вот это нормально. Property. Edit anywhere. Blueprint read only. Категория MV. Вектор 2D меня интересует. Это будет... Добрый день. Добрый день. Move. Move парам. Привет. Move парам. Я, кстати, видео починил и добавил две новые команды. Две новые команды звуковые появились. Я починил две видеокоманды. Это которая нахер и наугад. Вот. А шейдеры я пока еще не починил, потому что там надо скачивать их. И там их 2 с лишним тысячи. И среди этих 2000 с лишним надо найти 5 тех. Потому что по названиям я не помню, как они назывались. Наугад, молодец. Это было смело. Наугад. Это было смело. Это было очень смело. Так, я перезапущу его. Сейчас я хочу указать эти параметры, каждому свой, и посмотреть, какие у нас эти самые, то есть две, короче, сработают сразу или не сработают две сразу. Поняли? Если не работает две сразу, то придется порнографии немножко пострадать и добавить еще 4 новых этих. Вот эти вот же виджеты, только мы их развернем, поняли? И вот так вот в уголочек их ткнем. Получается, что мы, когда будем туда наводить мышей, она будет перекрывать и тем. Сделаем так, чтобы она их перекрывала. И будет сразу туда направлять. Полетели вверх. Ну, то есть, вот такой же виджет создали. Только развернули его, чтобы он перекрывал вот эту часть. Вот таким вот образом. Некий кусочек такой. И все. Понимаете, да? Вот он, есть move парам. Значит, я хз, что у нас, где у нас, кто у нас вообще этот... У нас кто есть кто. Ну ладно, кто есть кто, это мы там уже поймем. Пусть будет вот здесь единица, здесь 0. Вот здесь минус единица. Здесь минус единица. Вот тут вот минус единица. Здесь единица. Все есть. А вот здесь, ну, в парам. Что там уже есть? Что-то какие-то комменты. О, я не то открыл. Подожди. Чел. Никаких комментов нет.
Так, move парам, и я вот сюда вот его засуну. Все, погнали. Шлеп-шлеп. Значит, сюда вот так, оп. Единичка, хорошо. Сюда вот, оп. И ни хера не работает, прекрасно. А почему ты не работаешь? Слушай, ну он какой-то... Слушай, на маленьком он как-то ему вообще плохо. Когда он маленький, он там, походу, вообще скукоживается вообще в минималочку. То есть ему надо, скорее всего, так как он сайзбокс, какой-то минимум давать, потому что иначе, ну вообще не будет работать. Ну, он по пропорциям, то есть работает. Что мешало сделать вот так? Скажите, пожалуйста. То есть их вообще не видно, а этот вообще в помойку улетел. Я вас понял. Я даже не буду разбираться, что он от меня хочет. Потом посмотрим. Так, вот, начинается. Почему вот здесь их нет, а там есть. Вот, и они начинают появляться. Я твою душу шептал. А вот и боковые появились. Поняли? Надо им задавать, короче, точные значения, не по как раз-таки не растягиваться, а четкие значения, чтобы были. Так, и вот мы наводим на них, мы получаем по единичке. Вот здесь тоже единичка, а теперь минус 1 и 1. А если мы вводим сюда, то мы получаем только минус 1, потому что это перекрывает его. Ну да, то есть он никак не триггерит его. Или триггерит, что происходит. А, это я вышел за пределы этого, понял. А вот тут триггерит. Угу, хорошо. Если мы сделаем тогда его... как мы это? Это мы просто visible сделали. Not hit testable. Но это если он вообще не будет. Collapsed. Значит, это не та фигня. Хорошо, давай у ГПТ спросим. Как эта штука называется? On mouse center. Там можно за белые штучки тянуть, и оно не будет растягиваться. Как звучит интересно. Сейчас к белым штучкам перейдем. Ты меня сбил белыми штучками. Подожди.
Все, я ему написал. Что за белые штучки? Белые штуки. Про вот эти белые штучки. Так а толку? Они же только эти параметры меняют, которые мы задавали. Мы же задаем эту локацию. Видишь, параметры меняют. Ой. Вот, смотри сюда. Не они. Не они. А, ты про вот эти Вот белые снизу. штучки. Как палочки. Палочки. Ну так это начальная их точка. Это чтоб не растягивались, да. Но это же ты показываешь, где у тебя вот этот якорь. Но смысл-то в том... Нижний трогай. Я понял, о чем ты, все. Вопросов нет. Все, я понял, о чем ты. Уже 3-4% сделаем вот так вот. Все, я понял тебя. Да, ты прав. Все четко. Все четко, четко. Благодарствую. А что там 2%, там 4%? За фигня. Потому что там в 2 раза разница почти больше. Вот так вот сделаем. 0. То есть тут 4%, там 2%. Сейчас вот здесь вообще по-другому кажется. Вот так. Все, штучки, белые штучки. Все, есть контакт. Так, ага, понял. Ты хочешь, чтобы при наведении мыши на область, где 2 виджета пересекаются по Z, он mouse enter сработал у обоих, а не только у верхнего. Да. Почему по умолчанию не работает? Да мне пофигу. Решение. Self-hit test invisible. Если у верхнего виджета нужно поставить set hit test invisible. То есть у верхнего set hit test self only, да? Такого варианта нет. Ну, допустим, хорошо. Play. О, видите, уже есть. Ну, это все дефалер, это все он. Так, +1, -1. Работает отлично. Или в BP set hit test invisible. Но нет такого self hit test invisible. Кастомная маршрутизация. Если нужно именно, чтобы оба виджета реагировали, в верхнем виджете определи on mouse enter. А что там у тебя? Сделай Z-ордер. Так, а при чем здесь Z-ордер, если мне надо, чтобы 2 они триггерились? Вариант через overlay. Если эти 2 виджета должны реагировать, их можно вернуть в контейнер overlay canvas и уже там обрабатывать. Там не квадратик отдельный. Нет, там не квадратик. Это они наслоились просто. Подружки, поэтому квадратик получился. Но мы сейчас будем делать, походу, квадратик. Потому что... А хотел квадратик. Хотел квадратик, но мы будем делать не квадратик, а кое-что другое сейчас. Смотри, что мы будем делать. Сейчас обалдеете, смотрите, все. Всем смотреть, всех зовите, всех детей, мам, пап, всех зовите. Сейчас будет вообще. Топ-лефт. Топ-лефт. Топ-лефт, смотри. Так ты у всех переключи сел. Чё сел? Не, сейчас уже ничего не надо переключать. Подожди. И вот так делаем. Опля. А еще что было прям супер красиво. Знаешь, как можно сделать? А как же сделать по-человечески, чтобы это было? Просто его вот так вот расположить. Но он тогда не будет подстраиваться. Вот это беда. Но мы тогда сделаем вот 2,5, по 0,5%, короче, добавим и тут, и тут. Он, правда, здесь выезжает. Ладно, обойдетесь по 5%. Все, вот такая вот фишечка. И вот этот товарищ, Z-ордер будет там 99999. А у них у всех, кстати, должен быть 99999. Просто Z-ордер 99999. А у этого +1. Короче, еще одна девятка. И не поверите, у него вот здесь -1 должен быть. -1. О!
О, как, представляете? А ну давай, смотрим. Пускаем. А можно все-таки вернуться к мелочевке? Ну, подожди. Сделаем тебя. И оп, 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 оп. Понимаем, да? Оп, ля, увели сюда, все, пошел процесс. Ладно, вернись на это. Оп, поехали, все типа. А это дырка. Кто-то эту дырку сделал. Какое? За дырка. А, это я дырку сделал. Я понял, что это за дырка. Сейчас будем исправлять. Это вот этот, он-то по райту идет. Этот 0 и 0. Все, есть контакт. Вектор не должен быть нормализован. Ты о чем? К чему ты сейчас? Топ райт. Топ райт. Давай сюда. Так, опля. Так, тут 4, тут 2. Есть, вот там. По нулям есть. И вот здесь единственное, что это единичка меняется. Есть контакт. Оп-оп-оп. Чтобы его длина была 1, а не А2. Зачем? К чему ты вопрос задал? К чему вопрос? Ты просто это вопрос, просто вопрос или что? Или что? Я просто не понял. Я как бы тут виджеты расставляю, а ты мне херак говоришь про нормализацию вектора. Нагружаешь стримера. Так, значит, вот это вот мы сюда. Это значит ботом должен быть. Все, удалил. Ботом right будет. Ботом right. Лёп. Лёп. Ничего не понял. А, понял. Опля. -1 и 1. -1. В move паром соуглового элемента у тебя 1 и 1. Как я понял, это для движения камеры. Из-за этого у тебя камера по диагонали будет на 40 быстрее перемещаться, чем обычно. Это будет движение вперед и в бок одновременно. И все. Ну, я персонажу просто задаю идти вперед и влево условно. Или как там это делается? Минус это влево или вправо. Да, это движение будет на 40 быстрее. Ну да, как во всех играх. В таких, когда ты двигаешь этот самый камеру таким образом, она всегда быстрее идет. Ну да. Как у всех. Видишь, хоть что-то как у всех. Так, вот там right. Я, наверное, вот сюда вот так вот.
ставлю. Вот там left. Left. Там left. А, ну там все остальное, да, точно такое же. Главное это подстроить. 0. 0. Файл. Есть такая история, замечательно, прекрасно. Просто обычно нормализует, чтобы не было скачков скорости. Ну окей. Не знаю, я с такими этими давно играл, там где камеру так именно двигаешь. Не помню, но точнее как, то, что я помню, это то, что оно быстрее двигается, не парились там по этому поводу. Так, тестим. О чем мы тестим, если у нас все как бы отлично. 1.1, 1.0. Теперь у меня вопрос. У нас сейчас он идет через move. У нас есть типа как ongoing или что-то типа такого. Делай как хочешь, бро. Нет, это понятно. Изначально, я же говорю, я что-то делаю, типа херак, нормализация вектора. И такой, к чему вообще, о чем идет речь? Сейчас я понял. Leave, move. Mouse move. Ну, то есть это когда движение на самом этом происходит. Ну, нам, короче, надо будет на Enter и Leave. Вот этот print string, условный print string. Создавать какие-нибудь там таймеры, вот эта вся фигня. И делать движение. То есть мы навели, все, он пошел, все, он идет. Мы увели от него, таймер выключился. Все. Мы навели. Но у нас будет делегат срабатывать. То есть мы навели. Делегат откуда? Ауф. Это ж фигня с ивент-басом, который у меня тут немножко не так будет работать. Он же должен именно своему задать товарищу-то. Вот в чем прикол. Вот в чем прикол. Подумать. То есть нам надо именно обратиться к... Зачем делегат? Просто пропиши логику передвижения. Ну, логика передвижения, ее же кто-то должен триггерить. Утречка. Утречка. В самом виджете. А, кстати, видели, где женщина вылетела там, анимешная? В самом виджете? Ну так ты ее должен, как, в смысле, в виджете? Она же должна кого-то двигать. Или как мы движение делаем? Подожди. Чё как оно? Ну как, да, нормально, чё, как оно? Подожди, ты меня сбил. Движение в виджете, подожди, движение в виджете у тебя, оно разве получится? Тебе же надо задать этот, ну вот эти, как он там, move, не move, а не импульс, как это прошло задается? Get player control no let move input. Разве так можно? В самом виджете? В самом виджете задавать через этот... Подожди, где? Move виджет. Get player. Это не точный код, это логика кода. А, в этом смысле. Ну, потому что там нет такого, там есть ovner. Ovning player. И он возвращает этого контроллера. А из него ты говоришь add, это куда? Move input. Логика.
Блин, новый инструмент для OOL удобный, конечно, но вот есть проблемы с объектами на слое OOL. Player Control берется из-за World. Не, подожди, плеер контроллер. Нам же надо знать, кого именно ты берешь. Тут он именно возьмет вот эта вот часть, она вернется контроллер. Здесь вернется именно тот контроллер, которому принадлежит этот виджет. Но в данном случае этот виджет принадлежит контроллеру именно игрока того. А GetWorld что вернет? Нет, ты это делаешь на клиенте. Да. Так, а какая разница? Ну, подожди, хорошо, GetWorld, а какая разница? GetWorld, Приходится GetPlayer писать Controller. функции обновления OOL, чтобы пересоздать все элементы OOL, которые являются объектами, иначе они будут пустыми, без переменных. Виджет создается на клиенте. Да. Так, подожди, это плохо или хорошо? Клиент 2 не знает о виджете клиента 1. Да он и не должен знать, все верно. GetPlayer Controller, ну нет у тебя через этот... Ты же не можешь через GetWorld, ты можешь только первого получить, а первый это... Точно, мне подходит первый. Это неплохо и нехорошо. Так должно быть. Ну да, но я не понимаю, что... Да, я знаю, что очень важную инфу говорю в тот момент, когда ты пытаешься разобраться. Это просто хёд такой, чтобы ты не мог писать код. Первый это локальный, который есть только на клиенте. Нулевой контроллер всегда локальный. Да, кетка, важная информация. Так, вот это интересная история. Первый клиент это всегда локальный, то есть это свой контроллер в любом случае, да, возвращает он. Так, а какая разница? Вот это вот и вот это вот, лишь одно и то же. Вот эти вот два метода, это одно и то же GetOvening Player и GetWorld, GetFirst Player Controller. Что он делает? А ну-ка. E2. GetPlayer Controller Iterator. Второй. Cast, GetFirst. Ну, а в этом случае он тупит. Давай, не тупи. В этом случае тоже каст происходит. Там дальше тоже всякие приколы, но как это то же самое. Результат-то у нас один и тот же. Чего вы меня душите? Нет, это не совсем одно и то же. Ты в виджет должен передать авнира при создании, а во World он всегда хранится. Ну да, но мы-то уже в виджете находимся. Он уже виджет создан, в нем уже есть самое, как его. В нем уже есть вот этот владелец. Вот сейчас у нас это то же самое, вот то, что тут написано. Две строки. Результат один и тот же. Мы получим наш контроллер. Что в этом случае локальный контроллер мы получаем, а плеер контроллер. Что в этом случае мы получаем, а плеер контроллер. Сделай принт и посмотри. А что посмотреть? Что посмотреть? Что я должен увидеть буду? Тем более здесь у нас есть шаблоны. А это шаблоны, кстати. Ну да, то же самое. Типа те же яйца, только в профиле. Сразу можно приведение типа сделать. А что я должен посмотреть? Название их, что ли? Name, что ли, вытащить из него? Или что я должен? Типа, name, get name. О, есть get name, смотри. Да, не, это не тот name. Name and flag, или как мы там делали? Вон, get pass name можно сделать. А, у них же pass name-то одинаковый будет. State name.
Вот, Get Actor Label есть. Get Actor Label. Вот это вот что ли? Ну давай сделаем. О. Или get name, или get display name, если есть. А лейбл. Так, с лейблом. Потому что, по-моему, мы же в павне делали через лейбл. Где он тут? Main pawn. Get actor name or label. Но это в павне. А это же не актор, поэтому у него просто лейбл будет. Допустим, я не знаю, сейчас лайфкодинг сработает. Нет. Управление через виджет. Ну, что-то это какая-то страшная вещь. Виджет дает управление. Ну, понятно, что... Ну, короче, для меня понятная история, что он является триггером, и мы условный там делегат какой-то триггерим, да? А управление само исходит из какого-нибудь павна или контроллера. А вот то, что само управление именно сразу там, и мы достаем именно из контроллера, и все равно, ну, там, типа, тоже вызов идет. Типа, то же самое так происходит. Просто сам вот этот вот... Ну, вот они все одинаковые. Вот он все посоздавал, они все одинаковые. Лейбл у них один и тот же. У этих контроллеров. Оп. Оп. Ну, первое это загрузился этот, а второй это клиент загрузился. Я отпечатал. Ну, у нас результат один и тот же буквально. Я не пойму, зачем мне... Ну, вот полезная инфа о том, что Burst это именно локальный. То есть мы можем из него контроллер получать таким образом. Это какая-то полезная история. А то, что этот самый, как его... Результат у нас один и тот же. Тем более, здесь, скорее всего, они не... Ну да. Здесь у нас UWorld весьма напряжный. Last Cash World. Правда, и тут сразу произойдет. Прикольно, Вайлы понеслась. А тут нам не надо. Сразу шлеп. Хотя непонятно, что там тоже внутри происходит. Но тут еще вот это вот есть фишка. Ну, вот, типа, те же самые яйца. Еще раз, как там другие были? Get name или get display name? Давай попробуем get display name. Get display. Не, нет такого у него. Еще что? Get name там что-то какой-то он страшный. Он хочет... Во-первых, он ничего не возвращает, а во-вторых, он только принимает и в стринг. И по нему он возвращает посылки. Не хочу я посылки. Его и было достаточно, короче.
Add movement input. У нас есть add movement input, но из него сейчас посмотрим, можно ли вытащить из player контроллера. По-моему, нифига подобного. Не, ни хера подобного мы не можем вытащить из контроллера именно. Это надо именно из спавна вытаскивать. Ну, понятно, что мы можем get controlled или просто get palm. Да, get palm просто вот так вот сделать и типа add movement input. Но это какая-то слишком большая фигня получается. Это что-то сильно получается. И еще у тебя по идее будет ошибка. Сервер будет пробовать обратиться к виджету, а у него nulp. Да по идее я вообще не буду вот это на сервере. Фу, я не буду это в виджете делать. Мне вот это вот длинная байда мне вообще не нравится. Я сейчас что-нибудь придумаю, какой-нибудь делегат будет срабатывать, когда мы наводим, не выводим, туда-сюда. Он будет его постоянно триггерить. А в самом павне уже он Виджет будет должен слушать. создаваться на is locale control. Create widget. А, это что за покемон? А чем мне нравится Create Widget? Почему же это такое из локали контроля? Сейчас посмотрим, где у меня этот контроллер мой. Что не так с этим, с Create Widget? Из локали Create из локали контроллер. А, это типа проверка типа локальной из... Ну да, if is local controller. Вот так вот. А в чем разница из local player controller и из local controller player controller? Return whenever is this controller is local или player controller local controller? Сломали мне. Это означает, что создание происходит только у локального контроллера, а не сервер. Потому что они создадут два разных виджета. Ну, это да. Но подожди, у нас же... ну... А вот это вот has authority, это не будет типа та же самая история, ну только наоборот. Вот это же мы же проверяем, если на сервере. Ну, а мы же можем вот так вот сделать. Ну, и обернуть. Или как, или куда. Кто является исполнителем? Если у тебя только один сервер, один клиент, да, а когда клиентов больше, у каждого будет дубликат. Привет. Привет. Но он не проверяет, контроллер существует или нет. Так а что, контроллер существует или нет, если он выполняет это в контроллере? Это же мы в контроллере делаем. Что значит, если контроллер не существует, он это не выполнит? Мы же эту фишку делаем в контроллере. Конкретно вот mainhood создаем. Разве это вот таким вот образом не должно быть? И, типа такого. Амк. Это все берет в учет пинг, зажорку МС к серверу, пакет лос и т.д. Что берет в учет?
Пола четкая, прям мамин симпатяга. Да, да. Есть такое. Разве вот это вот не должно создать, ну, вот эта вот фигня, то есть если это на сервере происходит, то он в помойку его возвращает. У тебя да? сервер тоже игрок, и ему тоже исполнение кода нужно, но только на его контроле. А, ну да. Ну, ему-то виджет И пропуском обзавелся тоже. пропуском. Э, Ну, ему надо исполнение этого. Элита поймет. А Ну. у тебя эта проверка убьет исполнение на его же контроллере. Ну да, да. Ну вот если мне, допустим, не надо, чтобы вот это выполнялось, значит, оно и есть. Поэтому это все имеет разные применения. Сервер может получить данные о попытке подключения. Но если пинг очень высокий, то контролем игроку может быть создан позже, а попытка создать виджет раньше. И виджет не создаться. Так, виджет, сам виджет, он создается в контроллере, соответственно, если контроллер у игрока не создается, но он еще не создался у игрока, то у него и виджет не создался. А в случае того, что ты говоришь, я понял, кажется. У тебя что, на серваке чел камеры двигать не сможет? Подожди, сейчас это для теста тут оно стоит. Для этого самого, все забудь, все его нету. Я, кажется, понял, о чем вот это вот речь шла. О том, что вот здесь вот почему мы именно вот эту вот часть получаем, а не вот эту вот. Кажется, понял. Я понял, что и Терекс написал пропуском, он завелся. Молодец. Почему мы вот это, короче, получаем через вот так вот, а не вот так вот? Потому что вот тут еще 0 поинтер. Так а как он может быть 0 поинтер, если у нас мейнхуд его создает? У нас все равно не может быть 0 поинтером. Что его создает мейнхуд. Если его не существует, то вот этот товарищ его нету. То есть он не может выполнить код. То есть у нас не может выполниться код, так как его не существует. То есть сам вот этот виджет еще не создался. Его создает контроллер. Соответственно, нет контроллера. Нет мейнхуда, нет этого виджета. Все. Соответственно, он не может обратиться к овнинг плееру, когда там выше 0 поинтер. Типа контроллер еще не создался. Потому что этот виджет, он существует только для одного. То есть он создается локально. То есть сам мейнхуд, он должен быть локально существовать. То есть, соответственно, вот здесь, вот это вот, да, вот маппинг контексты, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все вот это вот бла-бла-бла. А вот это вот if is подожди, не is, а has у ауторе разворот. Все, есть, полетел в помойку. Ну, то есть вот такая вот история. Соответственно, сервак нам ничего не создает, то есть он мейнхуд не создает. И этот не может к нему обратиться. Типа, у нас четкая последовательность. У нас должен создаться контроллер, который создаст наш главный мейнхуд, ну, главный худ, наш мейнхуд. А так как в нем находится вот этот вот последующий move виджет наш, который что-то делает, он в нем, то есть он создается на создании мейнхуда. Соответственно, если не создался мейнхуд, его тоже не существует. А мейнхуд не создастся, если не создался контроллер. Все. Вот. А я говорю, мне вот такая вот цепочка мне не нравится. Мне она не нравится.
Он себя там принимает? Не-не-не. Ну прекращай. All direction и все. КПТ тут мне надавал. С другой стороны, мы можем записать это. Ну, точнее, не то, что можем, мы обязаны записать вот этот get pawn. Записать. Has authority – это область. Кто может выполнить функцию? True только сервер выполняет код. False только клиент. Но это не РПК передачи данных. Это не будет синхронизировать данные между клиентом и Подожди. сервером. Ну да. Ну, add movement input, я так понимаю, он, если мы его выполним на сервере, то есть понятно, что мы вот тут делаем if has authority, вот этот authority. Мы еще не можем это сделать. Вот этот вот, поэтому и как там контроллер, что-то там была, короче, вот эта вот фигня, потому что у него тут нету has authority. То set actor location изменится только на сервере. Подожди, в смысле? В смысле только на сервере? Мы же сделали, вот почему... А на клиенте игрок будет стоять на месте. А почему вот здесь вот это работает? То есть... Сейчас, когда больно. Вот. Вот здесь вот это работает, а там это не будет работать. Что это такое? Почему вот здесь под Has Authority у нас локация меняется, и ну, она меняется у нас на сервере и применяется на клиенте, когда мы заходим. Почему у нас вот эти вот в разных местах находятся? Вот этот смотрит с этой стороны, а тот смотрит на вот эту сторону. Почему у нас вот это вот применилось, а там это не применится? Это как понимаете? Что значит не применится? Если set actor location, было сказано о том, что вот как раз таки сервак всем разошлет и всем поменяет все. Это разные точки спауна Player Start. Совершенно верно. Но мы там из них получили локацию, а потом задали эту локацию. Добавь вас перемещение, и ты увидишь разницу. Вот и я об этом же. Не чтобы практику, точнее, не теорию разбирать, а уже начать что-то на практике смотреть, как это работает. Потому что теория — это шляпа, практика — это важная история. Так. Все вот это мне не нравится. Я не хочу. Я так очень сильно не хочу. Но надо что-то как-то... А как? Player Start существует на карте. Карта существует на сервере. Да. Подожди. Думаю. И на клиенте. А делегаты у нас как вообще работают? Они у нас локальные или глобальные? Или как это вообще будет происходить? Если мы создадим статик делегат какой-то класс и вызовем его. Никакие. Значит, никакие. Делегаты не работают, что ли, или как? Смотри, мне делегат нужен не чтобы второй кому-то там туда отослать. Мне делегат нужен... Да, хорошо, подожди. Делегат по репликации. Давай, короче,
Что ты хотел сказать? По поводу, что значит никакие? Что значит никакие? Что это такое? Ну, в теории, да, мы можем-то, точнее, не в теории, мы-то на практике можем. Вот здесь получить павна спокойно нашего. Это можно даже и привести павна сразу и записать его. И у нас, пожалуйста, доступ есть. Там неважно, от кого мы это будем получать, но... Делегаты не относятся к РПК. Ты через делегат можешь вызвать РПК-функцию, и функция в зависимости от настроек будет работать. Не-не-не, смотри. Ну, то есть, если у меня кто-то триггерит статик-делегат какой-то, то он не будет же у второго челика триггерить, потому что вот он не реплицируется. Правильно? То есть, первый игрок сделал какое-то действие. Делегаты и там вызываются, все зависит от того, где инстанс, актор или объект. Человек говорит, что там и там вызывается. Мы создали делегат. Он у нас в статике висит. Все, где-то там. На клиенте или сервере. Делегат в клиенте или сервере. А как мы создать можем делегат на клиенте или на сервере? Или через вот этот uProperty имеется в виду? Мы же как делегат создаем? Мы его создаем через T-Delegate. Вот этот вот. Вот этот меня интересует T-Delegate. Что-то там void. У тебя есть актор, у него делегат. Все, он бла-бла-бла. У нас есть вот такой вот делегат. Он у нас статик. Помимо того, что этот, он у нас статик. Все, статик. Он висит в какой-то сабсистеме. Допустим. В зависимости от того, кто его дернул, на клиенте вызовется только на клиенте. Вот у меня как раз таки вопрос. У нас дергает его плеер 1. Делегат в себе хранит массив подписчиков. При каждом вызове проходим по массиву и вызываем функцию. Я не знаю, что ответить. Это прекрасное пояснение, что такое делегаты. Его дергает... Да, вот, во-первых, если на него подписываются и тот, и первый, и второй человек, они там висят или нет? То есть, если его дернет... Пон, ты имеешь в виду? Вот его дернет виджет, а паун на него подписан. Вот паун сработает и тот паун, ну то есть и у плеера 1 и у плеера 2, когда первый плеер дернул этот виджет. Или сработает только у того, ну, кто локальный. Типа, мол, Виджет ну, типа живет у него, только на который... клиенте. Вот. Значит, делегат вызовется только на клиенте. Но тут прикол в том, что сам делегат будет находиться на сабсистеме. В сабсистеме. Я не помню, что там. Какая она там. Game Instance или что-то туда, короче. Пусть там будет. Или World Subsystem. Пусть там где-то. Где-то там вот система есть. У нас там есть вот этот делегат. Наш пав на него подписывается на Begin Play. Это один делегат, и для каждого игрока это один общий делегат будет? Или это у каждого свой делегат? Саб-системы живут в Game Instance, он в свою очередь есть и на клиенте, и на сервере. Что там replicated, я не знаю. Все, replicated, ёпта. Это не ответ мой. Мой вопрос в плане того, что кто его дернет. Хат, клиент. Вызов делегата в подписьтеме. Клиент.
То, что не реплицируется, существует отдельно. Каждый клиент создаст на своей стороне такую сущность, но сами по себе они не взаимодействуют. Ну вот и я так думаю, потому что, ну, я о том как раз-таки так и думаю, что вот мы-то создали статик delegate вот этот void бла-бла-бла, вот он у нас существует, да? Void он бла-бла-бла, вот так вот статик. Он же не реплицируется. И не важно то, что он там на сервере создался. Мы-то когда обратимся, вот этот uMoveWidget, мы же вот так вот сделаем, uMoveWidget, и мы вот этот он бла-бла-бла делаем. Он бла-бла-бла. Он бла-бла-бла. Где он? Он бла-бла-бла. Вот мы сделали, и тут вот делаем bind либо executive bound. Вот executive bound. А кто-то сделал там bind, да, забинил что-то. И он, когда будет биндить, он же обратится локально к нему, а не к тому, который на сервере. И вызов он обратится локально, а не к тому, который на сервере. Потому что мы не поставили replicated, Да. вот эту шляпу. Делегаты не передают ничего по сети. Да, все чисто локально. Вот. Просто вместо того, чтобы вот эту вот фигню делать, я хочу создать свой event-бас. Ну, свой. Ну, свой, но в смысле, короче, event-бас сделать в сабсистеме. И я просто-напросто сабсистему триггерю, и она сразу вызывает упавно. Он бла-бла-бла существует и на клиенте, и на виджете. Если сервер дернет он бла-бла-бла, то игрок передвинется только на сервере. Если он бла-бла-бла будет дернут на клиенте, то только на клиенте передвинется. Смотри, мы что сделаем? Не, подожди, у меня тогда вопрос. Мы когда вызываем метод, какой-то метод, свой написанный метод, вызываем метод, и там делаем вот этот hasAuthority. А если вот этот метод был вызван локальный, но мы сделали проверку hasAuthority, что нам, это же нам ничего не даст. Изначально самый первый должен был быть вызван на сервере. То есть у нас передвижение вот таким вот образом ничего не получится. Ты можешь дернуть он бла-бла-бла, он вызывает функцию РПК, данные будут переданы на сервер. Что значит функцию РПК? Это типа свой метод написать. Какой-то uFunction и что-то туда передать или что? Ну, в этот макрос или как? Тебе нужно для этого сделать afunction, сервер, reliable. Это будет означать, что данные передаются на сервер. И работа происходит на сервере. Так, это, ну, так и функция, понятно. Сервер указывает, на что функция должна выполнять только на сервере. Если клиент вызывает эту функцию, отправляется на сервер, и функция выполняется там. Реавли гарантирует Но доставку. RPC-функцию в виджете я бы не советовал создавать. А мы Можно не ее делать на реплицируемых объектах. Когда мы появится, мы просто тестируем. Это самое. Понятно, что мы не здесь это будем создавать. Здесь будет только
Здесь вообще ничего не будет. Он просто делегат будет триггерить. Делегат вызовет. Мы привяжем вот этот метод в павне. И этот метод в павне вызовется на тот делегат, который триггерится здесь. Вот такая вот фигня будет. Ну, по крайней мере, я так думаю пока что. Ну, не 100%. Наградить доставку вызова функции, если пакет потеряется, движок будет пытаться отправить его снова, пока не получится. Ага. Пример использования. Ну, молодец. Где может возникнуть в вашем коде макрос и функция стоит перед объявлением переменной, а не функции. Это не про... Да не бомбит у меня! Ты чё орёшь? А чё они говорят, что у меня бомбит? Бомбит у меня! My server function. Для переменных используем. Ой, это он, короче, дальше пошел. Это немножко не то. Он тут и того, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну хорошо, понятно все. Это он... Окей, хорошо, то есть сервер reliable, это мы говорим о том, что этот метод выполняется только на сервере. еще она не так вызовется. Что значит они не так вызываются? Это значит... Что это значит? Что это значит? О, наука. Кто помнит? Должна быть заглуша, сервер function name implementation. Что это значит? И тут ты прописываешь логику. Что значит server function name underslapping implementation? Что это значит? Ну, наверное, game instance мы создадим. А дальше, если что, разберемся. По-моему, game instance subsystem. Да, game instance subsystem. Вроде тоже так думаю. Как именно бас пишется? Бус, по-моему, да? Бус? Или как? Так это не про вызов, это про имплементацию. Это так же, как и с функциями, которые можно переопределять на БП. Это безопасный способ вызова РС. ОУ по-другому не даст выполнить эту функцию. Подожди, куда ее прописывать? То, что ты написал вот это вот. Я правильно понимаю, ты из клиента в виджете хочешь сдвинуть пон у всех игроков. Не-не-не-не-не, только КПП. себя. Только себя. Ну, то есть у тебя виджет вот этот вот, который по краям, знаешь, как в стратегиях. То есть ты влево увел мышь, у тебя камера влево полетела. Только у себя он будет двигать. С другой стороны, тут репликация вообще не нужна нафиг. Потому что они друг об друге не знают ничего. Зачем второму знать, где камера первого? А с другой стороны, мини-карты, там всякие вот эти вот, знаете, куда кто смотрит. Тогда тебе ничего реплицировать не надо. Ну да. Ну вот, Кеда блин. ты делаешь. А function, сервер, reliable, void func. Окей, а вот та страшное заклинание, которое ты писал, куда? Мы тут больше про то, как вообще работает эта фигня. По большей части. Ну, так, ну build failed, это хорошо. Хорошо.
XRR делаешь Voiter Kfang Implementation. Подожди, то есть вот сюда вот что-то вот так вот условно дописывать что implementation и implementation, что ли? Ион. Какой параш, что ли, дописывать? Или я что-то ничего не то понял. Да. Смотрим. Сейчас посмотрим, сейчас все посмотрим. Так, сейчас все посмотрим и совсем все разберемся. Так, и он бас полетел. Запутали человека, Ди. Полетела. Какой красавчик. Так, статик, ты молодец. Void. Ну, вообще он вектор. Я думаю, const вектор. Ссылочки сюда. Опля. Опля. On move event. Ой, какой красавчик. Мне подходит. Только через андершляпинг, пожалуйста. On move event. Угу. Есть такая история. Теперь нам надо это скопировать сюда, вставить обязательно. Так, а точку запятой я скопировать не соизволил, да. Так, есть. Есть такая штучка, дрючка. Failed. А что failed? Нужно куроли. А, ну да. Тоже будут проблемки. Вообще надо на перерыв сходить. 2 часа сидим. Скажите. Сюда вот. Include subsystem. Подожди. Subsystem. Event bus. Вот этот event bus. И тут как раз таки вот на событие, вот он, которое мы повесим его, вот он будет просто-напросто делать вот эту вот фишку event bus, on move event, add dynamic, только не... Вот он, конечно, молодец, только тут не add dynamic, on move event, execute bound будет происходить. Вот. И f-вектор он передает свой, это вот этот вот move параметр. Я сейчас дам больно сюда вот. Вот такая вот штучка должна быть. И что? F-вектор 2D. Я правильно написал. Че я тебе передаю? Типа данных. Все есть. То есть такая вот штучка будет. И все. Ну, а Павел, естественно, подписывается на него и получает. Вот как-то так. Ну и, соответственно, в дальнейшем, если мы захотим, чтобы он реплицировался, мы можем в другом месте, ну, либо тот же метод изменить и тоже подписать на этот делегат, и чтобы что-то другое происходило, условно, да, там, на сервере. Такая вот история. Давайте перерыв шлепнем. Давайте 5-10, максимум 15 минут и продолжим. Окей? Продолжим наше безобразие. Так. Мы сделали этот самый. Сейчас нужно
в самом павне прописать этот самый, что туда-сюда не перезаходить, и еще сделать virtual void native. Ой, какая красота. Ой, какая красота. И этот еще. Только на самом деле он будет немножко другой делать. Он должен будет дать нам этот самый таймер. То есть он поставит таймер, который будет триггерить каждый там какой-то промежуток времени. И native on mouse leave его как бы mouse leave будет другое делать немножечко. Так, virtual. Угу. Есть. Да, но не совсем. Protected. В таймер handle. Мы должны будем его запустить. Как там это? Get world. Set timer. Function. Хорошо, это вообще без вопросов. Так, так. Потом нас интересует время, по-моему, да, и дальше идет. Да, время 0.01. Дальше нас интересует, подожди, 0.1 это 100 раз за секунду. Нас интересует больше 6, то есть где-то... Нет, нас не интересует, подожди, каждый кадр. Нас интересует где-то 2, то есть это 50. Ну, с расчетом, что это 60 кадров, да? Ну, посмотрим, как он сейчас двигаться будет. Это сейчас будем подгонять. Тем более, это бы вынести в параметры, типа скорости передвижения, но... Почему ты не сделаешь просто на Vast? Ну, потому что будет и Vast, будет и вот это. Будет два этих самых. У тебя либо камерой, точнее мышкой ты двигаешь туда-сюда, и VSD. Что значит, почему ты не сделаешь? Мы сделаем это. Вот первоочередно мы вот это делаем. Так, true. True. Так, здесь this. Nice. Вот он повторяет вот это вот все. А здесь мы должны просто взять, сделать clear таймер. Все. Так, бла-бла-бла у нас в помойку. Я так понимаю, мы с павном будем много работать. Я бы его тогда закрепил. Main павн я сюда бы его закрепил. Угу. И теперь у нас здесь есть uFunction, uFunction. Что там, сервер? Сервер и reliable. Reliable.
Сервер mouse look. Нет, никаких сервер mouse look. Void. Move. А, нам же реплицировать его не надо, подожди. Стой. Я вот так сделаю. Void move. Void move. F. Const. F. Vector 2D. По ссылке это будет у нас value. Окей, окей. Тогда можно взять геометрию экрана, и если мышь находится в диапазоне, то вызывать передвижение. Насколько я знаю, что это будет вызывать каждый кадр и не будет разрыва с FPS. Мы отошли от геометрии экрана. Это было вчера. И мы перешли на вот эти виджеты. Будет, короче, через виджеты сделано. Так, маус лук. Подожди, маус лук нам больше не нужен. Зачем я его ставил? Так, and play. Тогда стоит скорее сделать через тик. Если мышь триггернула, то mouse in trigger true вызов передвижения. Ну, посмотрим. Как будет на делегатах. Может быть и на тик перейдем. Ну там тик тогда придется туда-сюда отключать у него. Иначе он будет триггериться постоянно. Тем более у меня он-то, наоборот, медленнее работает, чем каждый тик. В том-то и смысл, что этот код будет отрабатывать медленнее, чем тик. Подожди, я вот думаю, мы же должны привязаться сейчас именно локально. То есть вот этот return нас вообще не радует. Зачем if mouse in trigger return? Ну, потому что вот эта проверка, если ты не будешь отключать event tick, то она у тебя будет постоянно происходить. У нас там 8 этих, у тебя 8 проверок просто всегда висят. Каждый тик у тебя 8 проверок просто всегда существуют. Зачем? Какой красавчик, смотри, сам все понял. И здесь сейчас поймет, смотри. Изи. А здесь поймешь? А ну. И он не очень понимает, что я от него хочу. Бим тут здесь понял. Окей. И вот он move. Move как мы делаем вообще? А ну, ГПТ. Это мне тут рассказывал.
Move по и контроллер мы про return. Так, я его, наверное, скопирую. А давайте попробуем вот эту вот фигню. А ну-ка. Не пробовал. Напиши реализацию передвижения. Реализацию передвижения PAV исходя из полученных данных. Так, ну типа тап accept. Что ты написывал нам? Так, мне с этим тяжело читать. А, хренака, он мне этот сандалил, молодец. Подожди, сюда. Control get control rotation. Rotator. Get forward and right vector. Бла-бла-бла. Movement speed. Move speed 600. Movement есть. Movement передали. Это actor world offset. А movement input вот этот вот нет. Move the power. Ну давайте проверим, посмотрим. Сейчас я под свой стайл изменю. Типа это я написал. Кстати, до чего дошел прогресс. Само пишет. Ужас. Ужас. Я понял. Так, чтобы типа forward move spin бла-бла-бла, forward, это понятно. Get world delta seconds. Нажать еще на delta seconds, окей. А где он value принимает? А, вот сюда он value вставляет, я понял. Так, меня комментарий сбивает, я не могу так. Я так не умею. Это, во-первых, это сюда, значит. Обязательно это сюда. Сюда. Это удалить. Удалить. Так, чисто красиво, мощно. Допустим, сейчас посмотрим, что он написал. Вайп-кодинг. И... Да. Я, правда, не очень понял, зачем ему здесь rotation. Хотя он просто двигаться должен, но по одной этому уже принимает вектор 2D. Чем rotation? Еще может быть, кстати, у нас там, ну, скорее всего, и перепутано вот эти плюс-минус. А, мы же делегаты привязали, все, у нас там делегат есть, вызывается, там делегат есть, тут он вызывается, executive bound, здесь чистка идет этого, а здесь у нас привязка, отвязка идет. Здесь привязали, здесь отвязали. А вот это вот тоже должно быть происходить из аутори как-то. Ну, если по-человечески, правильно? Если мы не привязывали, так мы не должны его и отвязывать.
Подожди, стой. Ну, по-хорошему. Так, ну что, Moment of Truth. Подожди, не надо открывать. Погнали. Ничего не работает. Окей, я вас понял. Почему? Execute, подожди, вот это вот не должно быть. Вообще удались. Вот это тоже, в принципе. Этого всего не должно быть. Закрыть. Еще один лайфкунинг нужно. Сейчас все проверим, все протестим. И во всем мы разберемся. Так, ну понятно, ты не триггеришься, хорошо. Супера мы повызывали. Все есть. Ну давай шлеп. Ага. Игнор. Ну, сет таймер ты поставил, хорошо. Значит, вот ты должен вызывать вот этот мув. Вот, ты его не вызываешь. Хорошо. Не, вызываешь. Вот пошел процесс. Нет, подожди, это другой процесс пошел. То есть мув он не вызывает. Нет, вот пошел мув. Привет! Это что за данж Йолдина? Ты какой-то мод поставил? Да, это мод C++ называется. У него хорошие оценки. Ну, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот это пошел. 0.14. По Y. Ну, логично, потому что вверх у нас единичка, он там сделал свои приколюшки, и вот получилось то, что получилось. Ну, не надо. Так, а второй? Второй покемон. А у второго покемона вообще не видно даже эти боковые вот эти вот штуки, хотя... Почему их даже тут не видно? Они же были. Мы что-то с виджетом же делали. Подожди. Мы же что-то там с виджетом делали в контроллере. Да, вот этот has authority. Вот оно в чем прикол. И он нифига его не создал у этого. Получается, геометрия экрана нужна. Не. С ней там другие приколы есть. Подожди, а почему он не создал... Наоборот. Балбес. Наоборот надо. Если сервак, то тогда return, потому что на сервере мы не создаем. А я наоборот сделал. И поэтому у того создался, а у того не создался. Так, изменений много, я перезапускаю. Я боюсь лайфкодинга. Поэтому мы перезапускаемся. Мы вчера играли с геометрией, пробовал я там что-то. Короче, оно не очень дружит с с тем, чтобы маус-курсор был виден, и с режимом Game and UI only. А нам нужен этот режим. Ну, там, скорее всего, да, есть там какие-то галочки, условные булевые, какие-нибудь параметры, какие-то методы повызывать, и все будет работать, но уже начали делать виджеты, так начали. Более это не проблема поменять.
Мы сегодня в основном сидели, трындели. Так-то это что там, раз-два и все, и готово. Только надо знать, что там раз-два делать. Прикольно. А теперь он на сервере не создал, потому что это сервер. А как быть? Значит, этот игрок сервер. Он движение, он все равно не дает. А, не, дает. Он его дрочит. Он его дрочит, и сервак возвращает его. Поняли, да? Он его дрочит, сервак возвращает. То есть эта шляпа должна происходить на этом. Все. Вопросов нет. Так, вот этот вот main PC мы вот это вот уберем. То есть пусть создает его и там, и там. И, скорее всего, он его... Из локали контрола. Из locally controller. Local controller. Это вот тот, который нам вернет, типа, что он этот. Хорошо, давай посмотрим, давай. Терн. Вот, да, есть контакт. Вот такое ощущение, что он его... Или это из-за этих дурацких логов, которые мне выпадают. А ну, уходите, ребята, вы мне тут пока это самое... Мне кажется, или он немножко подрачивает. Чуть-чуть там вообще попиксельно, что ли. То есть он пытается его сместить. Типа сразу возвращает. Или у меня глюки просто. Но дело в том, что он ничего не работает. То есть вот вам и этот, как его, вайп-кодинг. Хорошо. Без вопросов делаем вот такую вот штучку. Допустим. А ну-ка. Креаторы все. Что сейчас сделал? Такой шляпой честно занимаешься. Да, ну хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Ну. Ну, создавай мне ее. Не создает он мне ее. Ты представляешь? Как там? Implementable, да? Почему просто не передать в PON свои значения из виджет и использовать этот input вектор? Или имплемент. Как там писалось? Почему просто не передавать в PON свои значения из виджет и использовать, называть add input vector? Если работаешь через Floating Movement Component. Мне нужен у него вайп-кодер, же нету который movement напишет 200 компонент. янамов из аниматифаев йолды и перенесет несколько тысяч аним. Имплементатион. 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 Во, да, смотри, есть контакт, хорошо. Подожди, так а что толку он работает? У него, что? 200 чего? Подожди, какие 200 этих? Floating Movement Component. Если работаешь через Floating Movement, есть что такое Floating Movement Component? У него нет Movement компонента, мне нужно просто Тебе его здесь смещение. не нужен implementation. Мне здесь не нужен implementation, но я хочу implementation здесь. Я хочу посмотреть, что будет. С вероятностью в 90% ничего не будет.
Никакой разницы, но я хочу посмотреть. И это самое важное. Ну мне осталось еще где-то 200 янамов создать, а потом под каждый янам свою логику писать. Так, ну, Ovnin Connection for Actor, там ворнинги полетели. Так, ну, а что он такой длинный? Will not be processed. Function move will not be processed. Вот function, окей. Так, он, скорее всего, не двигается, потому что там нет у него этого... Ничего, будет происходить передача данных из клиента на сервер. И на сервере будет происходить передвижение, но ты этого не увидишь. Да нет, там будет ошибка. Там будет ошибка. Там в логах просто-напросто ошибка, где вот типа инвалид какой-то. Нет, это не то что-то. Ну, короче, это не те, да, это надо у Unreal где-то эти смотреть по логам. А нет, это, ну, это не оно. Сейчас. А, тут, в принципе, можно показать. А, нет, или нельзя, или можно. Вот, такая вот фигня будет. Такая вот штучка будет. Подожди, как мы-то движение, когда делаем, мы-то ему через вот эту вот компоненту, правильно нам надо добавить? Я уже попробовал прочитать JSON-файлы с анимами оружия. Для первой анимы он перенес 64 из 68 notify'ев. Что? У тебя осталось еще 4 DeFi всего-то. Классный метод передвижения, который ничего не это самое. Мы же должны или мы не должны ему дать компоненту движения? Или зачем она нам нужна? Мы будем так двигать ее. Floating Palm Movement. Об этом писалось? Floating Palm Movement или нет? Не 4, а 200. Это просто с этой анимой так повезло. Ну, чуть-чуть осталось. Что-то это. Так, это мы типа комментнем. Шлеп. Сейчас совсем мы разберемся. Все будет у нас окей. Я вот просто с передвижением, что, ну, обычно вот это вот история, когда ты ее один раз делаешь, а потом все, ты уже как бы line 15, 0 point in function IPBPC. Чего? Line 15, а где это line 15? А с какого лешего у тебя вот этот local? У тебя я value всегда понял. 0. Чего оно должно двигаться? В смысле, у меня value не 0? Почему у меня value 0, если оно не 0? Оно передается, move param передается. Вот он. А move param у меня 0 или 1. Или минус 1. Давай даже вот так вот сделаем. Смотри. Бля. Смотри. Правда, я не понял, почему он так с такой задержкой бешеной триггерится. Смотри, value. Я не пойму, ты делаешь репликацию движения курсора по виджетам. А нет, я не делаю репликацию, это самое. Я просто делаю, пытаюсь делать передвижение, по крайней мере. Вот value x единички равен, y 0 равен.
Потом вжух, всякая магия происходит. И мы movement сюда передаем x нулевка, а y 240. О. Так. А как у нас y получается 240, а этот нулевка? То есть мы передали x. Что здесь он мне настрочил вообще? X мы умножаем на right direction. Get a unit axis rotation matrix. Отлично, равен y единица, прекрасно. И x единица равен. Ну, то есть мы умножаем их на единицу. Потом умножаем на 600. Умножаем на delta seconds. Получаем 240. И вот это 240 мы передаем в Actor World Offset. У меня вопрос. Он не работает. Лодай. Лодай. Двигай его. Двигай его вверх. Все, полетел, давай. Ни влево, ни вправо, никуда. Как у нас движение вообще происходит? Смещение, вот это вот все. Мы же должны давать ему компоненту эту, вот эту, вот эту, это вот эту. Вот это вот. У нас должен быть movement компонент. Должен быть. Он там застрял, я не знаю еще. Не, он нигде ничего не застрял. Все они все четко тут. Add movement input. А что такое add movement? Add velocity. Подожди. World direction. Использую вместо офсета add input vector. Add input vector. Add input вектор. Меня обманул. Нет такого. Меня обманул. Нет такого. Add input вектор. Убери move speed. Брал move speed. Но это все вайп-кодинг. Это не мой код. Не надо так это самое тут. И это все вайп-кодинг. Это не я. Ладно, полностью уходит move speed. Хорошо. Add input vector. Нет такого add. Есть movement input. И контроллер yaw input, Он pitch есть input. в Fatting Movement компоненте. Есть, да, можно я move input вначале попробую? Я понимаю, что ты вообще не любитель экспериментов, но movement. Я попробую вот эту часть. А потом мы ту компоненту достанем. Ту компоненту я буду через плюсы создавать, если она нужна. Add movement input тоже будет работать, но там логика сложнее. Но она не работает. Больше считать вектора нужно. Сложнее или не сложнее, но она не работает. Такая вот история. Ну хорошо, давай попробуем с той фигней. Сейчас мы ее создадим. Ах да, мой список аниматифаев будет работать только под Йолду. Когда буду переносить мобов из соусов, придется под каждый писать маг, который перенапроявляет на аналогичное notify.
Floating Pound Component. Floating Pound Component, я так понимаю, он... Я чёт сейчас сделал для себя открытие, с которого офигел. Давай. Нам тоже это открытие требуется срочно. Floating Pound Component. Ну, этот мы удалим. Молодец. Я Escape нажал. Чтобы удалить, я нажал Escape. На уровень. Ну, а тачить нам его никуда не надо, он там у него свой спот. Вот это все дело. Так, есть. Тоже мы не трогаем. Это вообще надо удалить. Чё там было? Подожди. Как писалось, add movement input. Нет. Открытие останется тайной. Add input vector. Что открытие? Открытие? Какое открытие? Input vector. Я вдруг понял, что если запустить проект из главной сцены, то все будет хорошо и красиво, но если когда запускаешь открыт Blueprint, то он тоже тратит ресурсы, просаживается в FPS, отрисовывается в Sky фигня в памяти и все такое. Floating Component at Input Vector, Value, X, Value, OI 0. Floating Pound Component. А если при этом еще отдалить камеру в Blueprint, чтобы было видно все ноды и все такое, то вообще проект запустится с 10 FPS. Прикольно. То есть там, кстати, есть галочка, чтобы он сворачивал проект в трей, по-моему. Ну, сам редактор в трей, пока ты в тесте вот этом сидишь. Add input vector. Add input vector. А movement нельзя передать, да? Почему просто movement не передать вот этот вот вектор, который мы получили? А я не знал. Ну, я тоже не знал, мне там рассказали, вот показали. Теперь знаю. Ну, короче, есть такая галочка, я в душе не гребу, где она. В душе не гребу, где она, короче. Так, еще раз value x, value y. Потому что я так говорю. А, все, я понял. То есть мы просто передаем вот этот value, да, value.x. Все, value.y.0. Все. У точка 0. Ты меня обманываешь, видишь, он так не воспринимает, потому что он хочет эффектор. Вектор. Я немного пропустил. А с какой частотой тебя мув вызывается? Ой, там с какой-то параши он меня вызывается непонятной. 0,02 секунды. Вот. Ну, сейчас будем смотреть, как это вызывается. Но если вот это работает, то вайп-кодинг это, конечно, круто. Ничего не помогло с вайп-кодингом. Не работающая шляпа. Зато чат-кодинг помогает. Чат-кодинг это самое то.
шейдеры. 600 шейдеров каждый раз. Там промелькнуло. Компилил 600 шейдеров. Какой красавчик. Ну, у меня есть новости. Они заключаются в том, что ни хера не работает. Вот. Что ничего не работает. Понапридумывали кодингов всяких. А вот в наше время, Да, да. Ручками. Так, ну это мы пропускаем. Value у нас не нулевое. У нас вот x равен единичке. Тебя это равен обманули? нулю. Получается так, да, получается так. И вот мы add input. А как мы вовнутрь? В F11 заходим, да? Да. В наше время кодили на перфокартах. Так. Какое в наше время еще не было, да? Рассказчик. И дальше тут все, тут дальше я потерян. Ужасные вещи какие-то происходят дальше. Но... Ну, как бы мы здесь застряли, все, потому что у нас курсор висит на этом, как бы. Но движения нету. Да откуда тебе знать? Тебе же всего 16 лет. Не, ну да, но я-то знаю этот. Сколько тебе? Ты же говорил, типа, 27, 28. Да-да, пиво он для себя открыл. Такой вопрос. Ты капсулу двигаешь, а камера с привязкой к капсуле. Так на всякий. На всякий. А я упустил, зачем сохранять мувмент и не использовать его. Или что-то не увидел. Я один раз видел перфокарту. Я думал, это типа лото, дырочки прокалывать, что вытащил. Но мне объяснили. Да. Вот камера, вот этот, вот капсула. Капсула... А, подожди. Есть нюанс. Что у нас рутом является? А, не, подожди, у нас капсула рут компонент. То есть он должен ее двигать. Все нормально. Так, по очереди я упустил, зачем сохранять movement и не использовать, или что? А причем здесь movement сохранять? Не использовать. Что значит не использовать его? Это вайп-кодинг. Это результат вайп-кодинга. Все, забудь. Этого не существует. Это был вайп-кодинг. Все. Тут вот так вот. Это старый вайп-кодинг. Короче, ничего не работает. Меня обманывают. Все меня обманывает. Вайп-кодинг меня обманывает. ГПТ обманывает. Чат обманывает. Все меня обманывают. Ну хорошо, ГПТ, давайте попробуем ГПТ. Вот то, что ГПТ мне тут на это самое настрочил. Давайте посмотрим, что он тут. Работает ли его код. ГПТ я еще не пробовал. Что такое input вектор? Input вектор это валуя. Контроллер. Ты не знаешь, что такое контроллер? Get контроллер. А разве ты не должен трансформировать input согласно повороту камеры? Камера всегда в одну сторону там смотрит. Мне нужен, чтобы он просто по одной оси двигалось и все. Тем более вот этот вот он делает то, что этот самый. Ну что, собрались программисты, не могут этот двигать. Там в поле в визуалке, куда ты писал запрос, было написано GPT 4,1. Ну да. Ну, а там еще есть Gemini и еще шляпа. Штрасс, ты еще флопик 8 дюймов не видел. Опа, прикольно. Гдайл видел. Что ему не нравится здесь?
Ну все, до свидания, типа, ну. Флоп на 8 дюймов. Это же размер монитора. Он контроллер вернул пустушку, что ли? Нулевку. Или кого он вернул нулевку? Так, а что, Девалор, подожди, а что значит 4.1? Что мне... А где у тебя бинт на делегат в Павне? Вот у меня бинт на делегат вполне. На Begin Play. Аутори, который вот этот вот идет не локальный. Ну, ой, ёпта. Короче. Который не сервер. Короче, ничего не работает. Да неважно. Мы не умеем двигать этот. Не умеем двигать. Все. Это успех. Это что? Это успех, да? Движение не... Ну, как... Больно. Прикольно, чё. Да, все прикольно. Очень все прикольно. Но ведь мне больно. Вот мы нажимаем play, и у нас вот делегация. Я вот с флат-контроллером никогда не работал. Либо чаратер, либо через SetLocation. Ну, SetLocation, слушай, это... Он-то SetLocation, коллизия у тебя тогда не будет работать. Ты же SetLocation задашь... ну, короче, там коллизия не будет работать. Она пройдет сквозь. Так, вот мы типа раз, и вот мы типа 2. Проверь через VAST. Работает передвижение с клавиатуры. Вот это хорошая история. Так, ну тут он в помойку меня отправляет. Мы сейчас вернем этот. Это хороший. Короче, сейчас. Да. Forward, backward, left, right. Forward. Может, сделаешь вывод в экран, что он там передает в ADD input. В какой DD input? Он здесь вылетает в помойку вообще. Вот это вообще что-то шляпа. Это КПТ тут пятый насоветовал. Это все не, это все фигня. Вот оно. А еще, покажи свой гейммод. Гейммод. А, типа, что там этого нету? Не, мы вчера настраивали, все там есть. Ну, сейчас будет. Backward, или как ну, backward пишется. Короче, будет так. Right и давай left. Красавчик. Или подожди, мы же можем... Setactor Location может делать свип и проверять коллизию тоже. Там просто захендлить надо. Это он screen debug message. Ссылка, string. Move forward, move right. А backward как? Че толку от того, что move? Move-то я добавлю. Я же спрашивал по поводу этого. Backward как пишется, правильно, нет? Backward? Как forward? Только backward? Зачем тебе value to string? Value у тебя единички и нолики. Мы же их просматривали только что. Единички, нолики и минус единички. Там другого не будет. Амк, программист. Да. Инпуты добавить сюда его. Move forward 1 это вперед, 1 это назад.
Ну, минус Не 1 видел, это что ты за, там да. просматривал. Всем все надо, смотри, это самое. Move right 1 это влево, 1 это вправо. Ну так, ты имеешь в виду, я понял. Я понял, я вспомнил, что такое компонент. Там есть этот, я понял, сейчас. Наоборот. Что наоборот? Что он тут это сделал? Что это такое? Минус 1 влево. Только мув он не сделает. Минус 1 влево. Один вправо, 1 влево. Подожди, он так попытался сейчас мне помочь передать данные туда дополнительные, типа так как там у нас 2D. Товарищи, так не работает, тут надо свой этот писать. Если бы это так работало, нам же надо типа как... отдельные методы писать, которые move типа forward, вот этот, и move backward. Подожди. Стоп. У нас триггер есть, но... Он же вот этот value принимает в себя, правильно? Он там value, как он? Axis value или что-то такое. Но это же когда он 2 этот идет. Там другую есть. Другая фишка. И вот из нее мы должны вытаскивать эту парашу. И с ней мы должны делать этот... Что мне помогает тут? Что это такое? Мета, true. Что хочешь? А здесь что мне посоветуешь? Лука, молодец. Если ты говоришь про движение на васт и мышкой, да, тебе придется писать 2 отдельных метода. Но у нас, допустим, вот forward, там же у нас есть, где в инпутах мы можем поставить дополнительную кнопку, чтобы она возвращала другое нам значение просто. То есть, итого нам 2 инпута надо. Или я с чем-то другим путаю? Или нет? Или да? Или нам надо 4 именно инпута, типа, чтобы было... Нам не надо 4 инпута, что за бред? Подожди. Так, где я не вижу? Вот. Возвращаемся к стокам. Доп кнопку. Я думаю, ты с этим запаришься жестко. Подожди, кнопку. Вот, F input action value идет. И у нас move, не, смотри, 3 move, но это stop move и этот. Вот у нас один move идет. Он один идет. И все. Лучше бы я move скопировал. Где он? А еще, видимо, придется добавить флаг, который меняет скорость move компонента, если оба input метода вызываются в одном тике. Так не нравится, что они совпадают. Или ему нравится? И ему не очень это нравится. Move виджет, может быть виджет move, типа виджет move.
Виджет move это то есть, что ему виджет передает эту всю парашу. А, вот здесь вот этот. Но дело в том, что ему это все равно не нравится. Ему не нравятся эти... Declaration to avoid bound move constant. Мне нравится F input action value. А, вот он, input action value. А здесь он мне подсказал. 10 раз. Ну все, его отпустило. Ну а это, естественно, как бы... Так, но его не особо это отпустило. Скопируем и мы закроем эту часть. Есть вариант проще, неправильный, но по идее рабочий. Сейчас мы на VSD создадим. Void move. Вот это что он сломал? Мне не нравится. Мне нравится, что вот тут input action value находится еще. Если он принимает его здесь. Как он move execute? Vector new location detector location. Но вот здесь ты вот этот вот don't product что-то. Dot product. Что-то бла-бла-бла. Вот эта нам пачка точно не нужна. Соответственно, вектор, velocity нам не надо. Speed percent нам не надо. Footstep speed нам не надо. Все, value мы достали, все мы применили. Как бы все. По подстайлу сделали. Что еще раз? Effector, new location, get actor location. Добавь свои передаваемые значения. Ты про вот просто смещать И это? сделать сетактор Я location. Не, ну, а у тебя же не будет тогда коллизия работать. Ты же тогда в стенку залетишь и сквозь нее пролетишь. Тебе же надо, чтобы смысл так как раз таки этого движения в том, что у тебя ограничения, вот эти стенки невидимые идут. То есть у тебя такая вот штучка, и ты когда по ней двигаешься туда-сюда, ты к стенке когда подойдешь, тебя она, ну, дальше не пустит его. А тут у тебя он просто полетел туда. Полетел туда. Так, ну он собрался. Хорошо. Это хорошо. Это замечательно. Блин, за сегодня ничего не сделали. Ну как? Узнали, конечно. Узнали, но еще, конечно, не конец. А ты ставишь if location x, location x. Ахаха. Где? В смысле, так. Молодец. Я как раз таки стенки ставил, чтобы не заниматься вот этими локациями, высчитывать, просчитывать и подгонять. Ты мне предлагаешь их заново подгонять, просчитывать. Так, VSD. Ну да, мы же ничего не настроили, да. Я уже клацать полез. Клешнями своими. А мы что туда добавили? Move forward. Надо создать его.
Давайте так сделаем вас. А как там эта штука ставится? Хотя Вот есть не помню. функция location в mat, clamp, location, XX. Тоже вектор 2D мы ставим, правильно ведь? Плюс. Плюс. Вот этот VSD. Вот сюда мы ставим то, что это V. В нем у нас типа все хорошо в триггерах. Там, по-моему, один негейт, другой не негейт, третий еще какая-то шляпа. Не помню. Или, по-моему, даже не сюда, в modifiers надо ставить. Да это в modifiers идет, да. Просто один-то должен быть иксом, а другой игреком. И один должен быть обычным, а другой негейтом. Вот, так вот это делается, да. Все, я же говорю, это фигня Ничего. настраивается один раз, а хер забывается. Ну или D, A, V, A. Nice negative. Давай так, V, A, S, D, вот так вот сделаем. S негатив. S негейт. Негейт, хорошо. А что ничего? А что такое? А, влево это минус, плюс. From action, но нет, это не то. Он же должен понимать, по какой оси он, что он выдает, Y или X он выдает. Тут же, по-моему, что-то надо выбрать. Вот, Swizzle Access Value, по-моему, нужно выбрать. Вот этот с Y, типа... Или как? Scalar? Что такое Scalar? Скейла. А не Swizzle? Типа то, что он это именно то, что он будет выдавать при нажатии, да? Scalar. То есть, это у нас идет -1 там, да? Неважно, влево пусть будет пока -1. По-моему, у нас Swizzle идет. Вот этот Swizzle мы ставим. Ща я открою свой тестовый проект. И в нем мы указываем, вот что у него первым идет. То есть он с Y работает, ZX, опять Y и опять этот. То есть по каким двоим координатам он работает? YX или пошел нахер. Другие варианты нам не подходят. Ну, вот это мне вариант, конечно, Scalar больше нравится. Я просто вписал и себе мозги не это самое с негит. Тогда негит нам не нужен. Просто если ты делаешь Scalar, то ты условно на W ставишь, что... Подожди, X. Y. То есть единица, то есть тут 0. Тоже 0. Это влево полетел. S назад, то есть вместо этого тоже Scalar делается... -1. Здесь 0, здесь 0. Скинул скрин в DS. Блюпринты. Здесь сейчас я Scalar последний допишу. Который потом буду удалять единицу. Дефолтные значения. Ща. Ну, VSD, хорошо, Swizzle input. Ну, вот это тот Swizzle, о котором я и говорил, да. Вот он есть. Это он. Scalar. И нету никаких скаларов. Блин, ну Scalar все-таки поприятнее. Может, со Scalar'ом будет работать? А можно попробовать начали со Scalar'ом? Просто он понятнее, что ли. Только ни хера не работает. Но оно ни хера не работает, потому что то мы ничего не указали. Или потому что почему? Ну ладно, давай по-человечески делать. Swizzle input access value. Это для W. Swizzle input. Понимаешь, в чем прикол? Там в Swizzle он-то нестандартный может быть. Там, где негейт, тоже... А этот вообще стандартный D.
S. Ну хорошо, допустим, мы ничего не меняем. Допустим, предположим, чисто теоретически. Swizzle input. Так что, да, можно, конечно, FPS открыть, да посмотреть свой проект там сразу. И не трахать себе мозги. Хотелось бы сильнее его застолбить за памятью. Так, тут... Не, подожди, это А. Это S у нас вот это вот. Это у нас с S-кой должна быть. То есть Swizzle и Negate. Negate. А вот этот вот... S... Пашка Negate. Просто Negate, уходи. А этот у нас просто человый парень. Ну хорошо, мы это сделали, и чё? Ну, у нас ни хера не работает. Сделать мы сделали, а у нас ничего не работает. Ну да, ничего не работает. Он даже не... Ну, он сюда не залетает. Так, move forward. Хорошо, я же прописал... А. Почему не работает? Удивительно, правда? Так, ну хорошо, он сюда залетел. Сек. Все работает, есть контакт. Только есть нюанс, он упал. И он поднялся. Происходит. То есть вот этот input, который он работает. Вот он работает, все есть. В RSD мы сделали, все у нас работает. Да, действительно, вот так. Но мне интересно с этим попробовать, с визлом этим. Свизл ты указал, и тебе сразу понятно, что он куда идет. То есть какие параметры он передает при нажатии. С визлом, короче, ну его нафиг, все, не трогаем, все. Сделали, и на этом и спасибо, как говорится. Что она работает. Вот он, рабочий код, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. Ни больше, ни меньше. Теперь то же самое нужно применить сюда. Value. Value. Может, ты просто move вызовешь, слушай, слышишь? Move. А, потому что он хочет это, нихера он не вызовет. Сейчас мы тогда сделаем по-красивому. Value, бла-бла-бла, вот это вот нет. Ну и, соответственно, конечно, некрасиво то, что widget move будет move вызывать. Надо как-то их переименовать, но смысл в том, что это вот так по-хорошему происходит. Ну, нейминги сейчас все это переименуем. Все сделаем. Так, двигается. Сука. Я твой дом пробашатал. Почему? Ну, ты залетел сюда, да, все верно. Ну и в чем твоя проблема, друг? Один. Ну и ты задал ему, хорошо. Блин, теперь не отвяжешься.
Вот как мне теперь выйти его, чтобы попасть? Ага. Мне нужно опять здесь брейкпоинт, но я хочу нажать именно... Поняли, да? Через... Оп, успел вроде как. Выделили и пошли. Вот мы идем. И value здесь оказывается единица, то есть y. То есть он те же параметры получает, но двигаться он не хочет при этом. Поняли, да? Здесь он y получил, там он, ну, этот получил. Может быть проблема из-за того, что оно некорректно вызывается. Может быть. Что значит некорректно? Типа только на один кадр. Так он все равно должен смещение делать, понимаешь, в чем прикол? Он же в бесконечный этот уходит таймер, и он должен делать смещение. То есть пока вот она у нас тут стоит, он должен нас куда-то двигать. Неважно, там правильно я внес данные, неправильно я внес данные, но он нас должен куда-то двигать. То есть влево, вправо, вверх, ну, вверх-вниз нет, но влево, вправо, вперед, назад. Он нас не двигает. Почему? А? А. Я не могу объяснить почему. Просто у меня похожий трабл был. Сделай через тик и не мучайся. Сделаем сейчас, хорошо. Но я, ну, короче, я не очень понимаю. Он-то вызывает его. Понимаешь? Я бы понял бы, ну, не понял бы почему, но я бы понял, в принципе, что есть проблема, если бы он не вызывал его. Но он-то вызывает его каждый период этого времени. И код отрабатывает сам. То есть мы по брейкпоинтам видим, что он его выполняет. Но он добавляет. Еще есть вероятность, что он делает это... У меня тоже вызывало, но движения не было. Ну вот. А почему? Это вопрос тогда, почему? А? Так, вот это вот надо изменить. Что это порнография? Move VSD. VSD. Move VSD. Вот здесь ставить. Да. А нафига вот это вот? Мне вот это вот все испортил, все поподчеркивал. Зачем он так со мной? Move VSD. Move бла-бла-бла. Вот это надо изменить. Сделать какой-нибудь... А ты дальше с этим Flatin Movement компонентом. Он точно так работает, как ожидается. Да, я думаю, он нахер там не нужен. Мы с ним вообще ничего не делаем. А что тогда должно двигать объект? Сам по себе он же не умеет. Движение обрабатывается им, в другом случае надо же локацию менять. А сейчас посмотрим, как это работает. Попробуй подвигаться без компонента. Сейчас попробуем. Так, куда ты мне вот это вот всандалил? Так, что нам надо? Нам надо был какой-то завести, правильно? И туда-сюда его драконить. Типа, if b is active какой-нибудь.
BizActive, то он что делает? Он триггерит вот этого товарища. Слушай, она начинает раздражать меня, эти подсказки, он какие-то левые подсказки дает, такие некрасивые, мне не нравится. Когда он дает что-то важное, это мне нравится. Когда он дает что-то неважное, мне не нравится. BizActive. Так, нет. BizActive. Красавчик, понял. Failed. А чё failed? Что мне не нравится? Event tick мне не нравится. А чё тебе event tick не нравится? Метод чё? Move. Нет, with override specific override. Она подсказывала, блин, мне virtual void event tick. Tick. Event tick, ты понял? Void tick. Не, подожди, event tick. Подожди, у него native какой-нибудь же. Это же этот. Мы же в виджете. Ой, ёпта. Шатал я его, болтал. Мы же в виджете. Тик. Просто. Не-не, никаких просто тик. Мы в виджете. Мы же в виджете. Там все через native делается. Вот. Блин, там дырка сверху. Вот там дырка сверху. Мне не нравится. Кстати, информация есть, что они добавили в первой ревизии? Я вернулся. Ты починив? Да. Да. Смотря что. Починил я, починил. ВСД работает. ВСД у нас работает. Не, ни хера, вот смотри, это мы типа переводим. Движение камеры. Ну, ВС... А, ну да, точно, ВСД-то отвалилось. ВСД-то отвалилось. Вот, ВСД у нас работает, вот смотри. Опять ни хера не работает, я когда больно. ВСД, а чё ВСД отвалилось? А. Потому что мы удалили компоненту, вот с ней теперь ничего не работает, без нее точнее. И запускаем. Флотинг компонент. Да, да, он самый. Он самый. Короче. Будет работать или он не будет сейчас работать? А ну давайте все свои эти чакры напрягаем. Давайте колдуем. Заработало. А, что я хотел спросить. Вышел же недавно 5.6.1. Что они в этой первой ревизии сделали? Есть информация или надо залетать куда-то, смотреть, листать, читать?
Так, подожди, он запустился. Че это? Я туплю сижу. И тишина, никто не знает, что там это самое. Ну, ничего не работает. ВСД у нас работает. А вот передвижение у нас не работает. А еще знаете, какой моментик есть? Может быть. Может, он тут потерял их? Да нет, ничего не потерял. Вот у него все параметры эти есть, которые он передает. Все у него есть. То есть, неважно, даже если они неправильно введены, он все равно должен нас двигать. А он не хочет двигать нас. Вот он на тике вроде висит. Попал. Ну и все, то есть он здесь навечно застрял, да? Ну да, пока мы не уведем, все. Вот он вызывает каждый кадр его, но... А чё такой долгий это? Что такое? Как-то так. Попробуй вызывать напрямую. Вот это, скорее всего, сейчас Без будем так делегата. делать. Да. Потому что, может быть, делегат там все захерил. Хотя, понимаешь, в чем прикол? Делегат-то вызывается. Понимаешь, смысл-то в том, что делегат вызывается. Он вызывает метод. Он метод-то вызывает. Ну да, он метод-то вызывает. Вот в это самая главная странность-то. Вот. Метод вызываться-то вызывается, а работать-то не работается. А ну этот двигается, вот этот двигается, все, поехали. Вот этот заехали, поехали, все двигается. Может и напрямую работать не будет. Вот, да. Ну сейчас давай напрямую. Вызывать будем. Я прям здесь буду кассить каждый кадр. Впечатлительным отвернуться надо. Это вот этот вот, да, надо сюда перенести. Widget move. Get world, как там говорилось, да? Get first. Player controller. Но мы даже вот так вот сделаем, чтобы потом не сказали, что надо вот так вот было делать. Get owner. Main pawn. Main pawn. Ну, на всякий случай я вот так вот все-таки сделаю. Немножко человечности добавить. Я делал передвижение через газ. Вызывал напрямую, но передвижение не работал. Пока не поменял ввод на Event Trigger. Что это такое? Ты про вот этот вот триггер, который мы в этом задаем в инпутах. У меня тут и да, триггерит стоит. А там-то у нас просто вызов идет каждый кадр. Все, вызов напрямую, все. Вызов идет напрямую. Прямее некуда. Все, это самый прямой. Даже просто перезапускаем движок целый.
Напрямую вызов. Просто прямее некуда. Лайн 22. Но вот тут он 0 поинтера выдает. Он нифига не получил через GetOvner самый main павна. Он не получил его, короче. Видите, внизу там строчит. Хорошо, тогда по-другому сделаем. Get controlled pound. Get player controller. Get owning player, а не player controller. Будем делать так вот. Все, сделали. А ты не получишь никогда. Это невозможно. Значит, это невозможно. Ты мне говорил, что так надо получать его. Это те же самые яйца. Подожди, а кого Овнер возвращает стоять? Ну так, get Ovner здесь актора used primary. Ну класс, мы даже получить его не можем. Там-то у нас хоть вызов шел. А как нам тогда его получать? Хорошо, мы не можем, здорово. А как нам его получать? Здорово, и как нам получать? Как этому виджету получить павн? Эми Керрикта Майчар Каст О. Эми Керрикта, Get World, Get First Player Controller, Get Керрикта. Так я только что это делал. Ачарактер Default Char Agam Apply Statics, Get Player Керрикта, Get Ouna, 0. Какие виджеты получить? В Unreal Engine, Get Player Up, Player Controller, Get Pawn. Мы только что делали. Custom Main Pawn, здорово. Get Ovning Player. Ну вот то, что вот здесь происходит. Get Pawn. Get Pawn, а не Ovner. Подожди. Что? Молодец. Я перепутал Овнера и Павна. Так Овнера актора возвращает. Ладно, ну хорошо, все.
Еще раз. My character, cast, my character, get world, get first player control, get character. У нас spawn. Character, default char. Gameplay, get character, get owner 0. Сюда геймплей статикс заваливать. Подожди, мы сейчас вот этим вот походу вытащим. Все проще. Все проще. Почему Овнер не сработал? Get Ovnian Player, мы же получаем контроллер. Вообще у контроллера, по-моему, достается Get Controlled Pawn. Это в блюпринтах, по-моему, Get Controlled Pawn. В этом Get Pawn просто. Тогда. Сейчас узнаем. Все узнаем. И... Ну, работает оно неправильно. Данные немножко не туда ходят, куда надо. Их надо местами поменять. Но оно работает. Почему прямой вызов работает? Делегат работает, а это не работает. Наоборот, точнее. То есть прямой вызов сработал. А этот не сработал. Через этот он не сработал, статик. Ты, блин, точнее как? Он сработал, он его вызывает, но я не могу понять, почему он его не это самое, ничего с ним не делает. Ладно, я как-нибудь потом к этому вернемся, как-нибудь все потом. Хорошо, пусть висит на этом. Сейчас мы быстро марафет тут шлепнем. Это в помойку, это в помойку. Это в помойку, это в помойку. Это все в помойку. Систем это тоже в помойку пока что. Задача решена, и не самым говняным способом. Радуйся. Так, в смысле радуйся? Мне непонятно, почему он не работает. Так, ее... А, ну да. Закрытие наше. Подсказки давала. Красавчик. Так, есть. Вот сейчас вообще обалдеете. Смотрите. Чек. Да нет, ты ни хрена не понял, как это работает. Вообще не вкурил. Там 3 варианта. Там 3 этих. Main pawn. А вот это ты уже вкурил. Вот это ты правильно вкурил. Точку запятой не надо. Main pawn. А main pawn. А майн, а не амайн. You main pawn. А схерали you main pawn, если это pawn. А, пу, ёпт. You main. Это я, балбес. Все. Да, main pawn. Все верно. Благодарствую. Скинул видео в видео. Скинул там много видео в видео. Сейчас... Так, вот это вот нам не надо.
А там что? Там видео это что? Это почему оно не работало или что? Если там маленькое видео, то можно... Сейчас я посмотрю, блин. Ух, тут видео... Ох, тут гайдов. О. RTS камера и Unreal. Степ-бай-степ гайд. Окей, все. О, а последнее видео, это я смотрел, этого товарища. На тема. Короче, посмотрим. Так, все эти гайды. Запускаемся. Сейчас запускаемся, он там делает дела. А надо и этот отвязать. Брать вот этот вот. Event. Гайд тоже убрать. Давай мы его и здесь шлепнем. С делегатами какая-то шляпа. Еще и на этом самом. На ивентике это прям беда. Подожди, ивентик, стой. Где мы? Здесь мы. Не, подожди. Как мы отключаем тик? Ну и пожалуйста, ну не надо. Мне просто единственное, что не нравится, это в тикере, что вот это вот бул, он дрочит его каждый кадр 8 раз. У нас 8 виджетов там. И это мне не нравится. Так, надо местами их поменять, то есть тем поменять на этот, а тем поменять на этот. То есть вот здесь вот сделать единицу, здесь 0. Здесь сделать минус 1. 0. Здесь сделать единичку, здесь 0. Сделать минус 1. Сделать 0. Так. А вот это вот начинается приколюшка. Потому что вот этот вот единица, а вот это тут тоже единица. Так тут ничего не поменялось или как? Или я изначально их правильно вел? Или куда? Так, вот он пошел вверх, вот он пошел вниз, вот он пошел вправо, вот он пошел влево. Вот он пошел в сторону. В виджетах сеткентик, true. А вот этот пошел немножко не туда. И вот этот пошел немножко не туда. Вот этот пошел правильно. О, как интересно тут совпало. Там неправильно совпало. SetCantic true. Сейчас посмотрим. Так, минус 1. А должен быть наоборот. Короче, все поменять. Вот тут минус 1, здесь 1. Вот здесь вот 1, здесь минус 1. Здесь 1, здесь минус 1. Подожди, а так они одинаковые. Что этот, что этот? Что не понял. Так, это двигается правильно. Этот двигается неправильно. Этот двигается правильно. Этот двигается правильно. Вот этот двигается неправильно. Полетели вправо, влево, вверх. Вправо, вверх. Вправо, низ. И опять вправо, вниз. А, у него все минус 1 должно быть. Подожди, стой. Все минус 1 должно быть. Минус 1. Оп, и все у нас работает. Все есть.
настроили. Хорошо. Еще раз, как там? Biggest set can tick. Beacon tick, по-моему. Вот. Beacon. Нет. В виджетах именно через setter, да, сделан set. Тик, вот обманываешь ты меня. Обманы пошли. Все это обманы. Все это не работает. Чат ГПТ. Я вообще виджеты через не делаю. Ну, Слишком муторно. не, у меня все через плюсики. Все через плюсики должно быть. Ну, вообще, да, виджеты через эти, оно там тяжелее, чем через блюпринты. Их общение вот это дурацкое. Короче, тик, что-то тик у него нету именно вот этого big has tick, у него тут другая какая-то auto и never есть. Performance. Можем поставить never, и скорее всего он вообще не будет работать. Native tick will not be called. Предупредили, поняли? Auto. Из волативе. Что? Волатиль. Волатиль. Значит, волатиль. Здесь волатиль. Все работает. Волатиль вернем обратно. Из фокусе, блин. Ну, в фокусе, блин, нам не надо. Стоп, актион. Давай спросим, как в user widget, так как в user widget. Поздравляю. День 3. Сделал передвижение. Да, да. Как назовем? Передвижение просто назовем. Так, а потом. Это что мешает? Я задал вопрос, конечно. Set can tick. Ну, он мне то же самое выдал. Ну, вайп-кодинг, пацаны, что, ребят? Вайп-кодинг. BTick enabled. А, еще вот это вот есть, да, BTick enabled. Tick enabled. Вот дело в том, что у виджета его нету, но он есть у акторов обычно. То есть мы-то тут можем сделать BTick. Ну, если... В смысле? У нас же даже в конструкторе прописывается. Primary actor tick есть. Primary actor tick. Да. Beacon never tick. Да, уже У нашел. акторов. Да. Может, там тоже какая-то структура есть? Типа primary widget tick. Я фиг его знает. Primary.
Что-то как-то, ладно, не пахнет этим вообще. Ну что ж, будет 8 этих каждый тик идти булов проверок. Ну а что поделаешь? Поделаешь. Ну, короче, дело было не в таймере, дело в почему-то именно в этих, как их, в делегатах. Вообще не понимаю, почему. Причем самое, что мозговыносящее, то, что он запускает метод. Он сам метод запускает. Но ничего не происходит. Такие вот дела. Короче, я думаю, на этом мы на сегодня закончим. День, ну как? Почему 8? Только один проверка. У нас 8 виджетов. Каждый виджет выполняет эту проверку. 8 виджетов получается. 8 проверок. Смотри. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Каждый этот товарищ проверку делает. Можно написать код, который сделает, чтобы была одна проверка. То есть засунуть вот это вот в отдельный виджет, и когда мы всего лишь наводим на него, он просто передает информацию в тот виджет, а он уже делает... А зачем в разных виджетах это делать? Ну, потому что... Вот я сейчас рассказал, как можно сделать, чтобы в одном было это все. То есть мы все это засовываем в отдельный виджет. Вот эту вот всю рамочку. И она, этот виджет, короче, у него тоже вот этот тик, тоже вот этот бул спрашивается, и этот бул меняет как раз-таки вот там вот мы можем делегаты сделать, потому что у него будет доступ к этим всем ребятам. Поэтому вот такую штуку, наверное, сделаем попроще, чтобы было. То, о чем сейчас думаешь? Я думал, что уже так реализовано. Видишь, всему свое время, всему свое время. Ладно, на этом все. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord. Ссылка в описании. И всем